Всем привет, начинаем стрим. Так, в прошлый раз мы остановились на том, что все схлопнулось, ну, как бывает. Продолжаем, в общем. Я тут вне стрима уже поделал все, что мы собирались делать на стримах. Давайте покажу, что получилось. И расскажу заодно, чего я там сделал. Мы должны были сделать то, что нам награду выдают за уровень. Ну, пополам. То есть награда, не награда. В общем, я там создал инам. И он там по инам, ну, в общем, код я покажу попозже. Сейчас давайте на результат посмотрим, он запустится, нет. Есть контакт, запускаем. У нас прут мпцы. И бац, мы их ушатали. Нам дают награду. Единственное, что вот тут нужно Health проверить, чтобы посмотреть. Вот соточка — это наш Health, а вот по десяточке — это их Health. Мы выбираем что-то. Допустим, вот это вот, бац, у нас увеличился наш Health. Их Health не увеличился. Потом мы, бац, опять их стукнули. У них по 10, у нас по 20, 125. Мы еще раз, бац, сделали. У них увеличился Health. У них поувеличивался Health. У нас не увеличился. Мы еще раз делаем. И у них еще раз увеличился Health. Кстати, почему у нас не увеличился? Там Health. Значит, там сбились эти штуки. Ну, в общем, вот работает. То есть на них, на нас вся эта история работает. Бац. Еще разочек. И только у них увеличивается. Значит, там сломали. Сейчас будем смотреть. Я даже знаю, где именно, наверное. Это не точно. В общем. Вот он всех ушатывает. Все отлично. Все замечательно. То есть есть контакт. Давайте смотреть, чего я там наделал. Во-первых, создал Янам, который, по-моему, я выносил. Янамс есть у нас попочка? Нет, у нас попочки Янама. Стракт. Ну, не помню, где там этот Янам. Вот здесь вот этот Янам. Player and enemy и enemy у нас имеется. Это, то есть, то, что влияет на плеера. Вот тут, конечно, вот я назвал, и сейчас думаю, как мы же хотели сделать как? То, что вот негативно влияет. То есть не то, что негативно как влияет. Либо позитивно сразу сделать. То есть позитив для плеера enemy, и позитив только для enemy. То есть баф. Либо как негатив. Негатив для плеера, негатив для enemy. То есть надо подумать вот эту вот историю. В общем, создал Янам. И как у нас все происходит. Давайте по порядку. Вот у нас enemy des срабатывает. Сработал enemy des. У нас применяется вот этот вот эффект. Подожди, не эффект. Вот. Эффект — это немножко о другом. У нас применяется наш level up. Полетел level up. Level up, я не помню, уже прописывал его, нет, на тот момент. Но, в общем, ну да, был level up, он же выдавал эти штуки. Здесь у нас мы определяем, какой сейчас бонус мы будем искать, из какого дата-ассета, и total chance какой будет. То есть создал total chance для вот этих трех вариантов. И на begin play он их собирает. То есть init total chance метод написал, и он собирает для плеера, для player and enemy и для enemy. Все, он их собрал.
Там все очень легко и просто. То есть он принимает эти все штуки и быстренько пробегается и записывает их. То есть собирает total chance. Чтобы мы постоянно его не пересобирали. Зачем нам это? Есть контакт. Level up. После чего? Level up. Мы поняли, что, допустим, это плеер. Мы записали, мы работаем с этим, да, с этой data table. Проверили ее на всякий случай. И получаем все ряды с нее. Получили. Выбрали, что пикнуть. И пошли в поток. Шли в поток. И play level up cards. Вот здесь запустили. Тут проверили один булл. Этот булл конкретно нужен для того, что вдруг мы получим уровень одновременно. И что будет, если одновременно получится уровень? То есть залетит... Сейчас как скажу. Секунду. Вот мы убиваем, допустим, 10 сразу мобов. И у нас там 2 уровня дается нам. И нам-то надо вначале, чтобы первый нам эффект залетел, сделался, отобразился, а потом второй залетел, отобразился через время. И вот здесь вот сделана вот такая вот штучка замечательная. То есть он берет и через таймер запускает следующее. А так как таймер, как у нас это все будет работать? У нас же пауза, то есть у нас срабатывает делегат, вот level up 1 пошел, сработал. Вот level up 1 сработал, и он вызвал вот этот apply up, level up cards. Когда сработал, он тут берет, вызывает в плеере контроллере S level up, он останавливает саму игру. То есть все вот эти вот таймеры... Кстати, вот этот таймер локально запустится. Кстати. Надо это пометить. Вот это вот очень важная история, потому что вот эту часть он запускает не на сервере. А он должен это на сервере запустить. Ах, тебя подожди, он сам на сервере только существует. Это не надо. Я и забыл, что этот компонент только на серваке существует, поэтому ему пофигу. Итак, значит, у нас первый залетел, и он поставил на паузу. На паузу поставил саму игру эту. И все таймеры у нас не будут тикать. То есть в этом уже на паузе стоит, как бы, но в этом же тике дальше у нас продолжается, следующий-то залетает. Потому что он по очереди 2 левелапа вызвал вот здесь. Он 2 их получил. Точнее, он Enemy Death у нас первый помер, Enemy Death. Он вызвал левелап. И второй Enemy Death помирает, но тоже вызывает левелап. И это все в этом же тике работает. И в этом же тике уже булл назначен true, и он просто-напросто отправит на 0.47 его вперед, туда, дальше. Но сам таймер не будет тикать, потому что мы на паузе стоим. И он начнет эти 0.47 тикать тогда, когда у нас таймер ну, мы уже выберем нашу карточку, мы паузу отожмем, у нас таймер начнет тикать. И через 0.47 секунд у нас запустится опять этот метод. Да. После чего мы тут проверяем, что там за карточка, добавляем их, высвечиваются они нам, и мы выбираем. Потом выбор. Выбор. У нас там запускается просто карт селекта через main контроллер. То есть мы берем в этом, подписываемся на всякие делегаты. Или не подписываемся на делегаты. Еще добавил вот Clear Death Enemies Info. Вот. То есть я все-таки записываю при спавне enemy их в массив, для того, чтобы вот эти бонусы назначить им. И при смерти
чтобы не перебирать их постоянно, он же будет пробегаться по всему массиву постоянно. При каждой смерти это не очень хорошо. Мне не нравится. Поэтому я просто-напросто его в определенный момент, каждые 30 секунд просто пустышек, просто remove add, continue, remove add, continue. И в обратку его пробегаюсь, и все хорошо у нас. Так, окей-доки. Level up у нас card selected. Где этот card selected есть. Level up. Бла-бла-бла. Card selected. Ну-ка. Давайте для наглядности. Вот этот вот он. Add player controller. Угу. Когда у нас регистрируется player controller, у этого он вызывает в этой компоненте этот же метод. Он записывает и здесь подписывается на card selected. То есть в контроллере там срабатывает этот делегат. И мы здесь подписываемся на него. Для чего вся эта история? Для того, чтобы выбрать карточку. То есть какая карточка выбрана. И он понимает из вот этого card-info, нам залетело на что он там для плеера. Он для card player and enemy и для enemy. Для чего нам это надо? Нам нужно заполнить вот этот TRA Ability System Component. Это для каких Ability System компонентов нам нужно применить всю эту историю. Мы ее заполняем здесь, в зависимости от этого enama. Ну и вызываем наш метод. Apply card effect to target. Apply card effect to target. Здорово. Опять бизнес разрабатывал? Здорово, да. Опять, не опять снова. Вызываем, ну и применяем стандартный play эффект. Тут self делаю, да, вроде нормально, хорошо. У тебя как дело? И применяем, то есть тут все, в принципе, окей. И окей. Ну, player and enemy, то есть мы записали сюда сразу всех enemy, а потом подобавляли всех enemy, записали сюда всех плееров, компоненты, а потом сюда записали всех enemy. Дополнительный чпок. Если он true. А если он не true, то мы и не записываем. Единственное, я вот думаю, может еще проверить. У меня норм. Работа кипит. Старые функции переделываю, пишу комментарии везде, где только можно. Nice. Заодно English укрепляю. Вот English, это хорошо. Ну-ка, дайте инфа. Восклицательный знак волчара. Если это должен быть. Молодец. Это добавим. Дополнительную такую проверку. Давайте перезапустим и посмотрим. Он не назначает его нам, потому что почему? То есть он там назначил плюс нам, потом плюс enemy, потом только enemy пошел. Почему вопрос? Да, насчет того, как мы тут понимаем, какой этот эффект. У нас есть наш уровень, который мы увеличиваем. Мы его к инту 32 приводим, потому что это... Вот. Не спрашивайте, почему флот, потому что... Ну что КС только флоты воспринимает. И чтоб в других местах туда-сюда не драконить, мы его здесь драконим. Ну, в общем, отнимаем -1, делаем от текущего уровня и делим с остатком на 3 и получаем... И после чего через статикас приводим к нашему енаму. И получаем, в принципе, то, что нам надо. Это так получилось, потому что 0.1.2. Вот поэтому так вот все хорошо.
Работа кипит. Какие старые функции переделываешь? А чё ты их решил попеределывать? Так, а ну-ка, брейкпоинт. Сейчас на level up посмотрим. Здесь вот хочу. Сюда его хочу. Погнали. Так, оп. Первый пошел, правильно, он на плеера залетел. Он добавил всего, что нужно для плеера. Получил. Убегать. I level up cards. Set card level. А ну давай сюда. Сделаем От брейкпоинт. кастомных аним Notify. Они сейчас не поддерживают функционирование при проигрывании анимации назад. Ты все-таки Notify все-таки не эти ёпиковские, да, теперь берешь? Или ты опять свои только, ну, дорабатываешь их, чтобы они поддерживали это. А зачем тебе анимацию назад? У тебя разве там какие-то есть штуки, которые в обратку работают? Или это просто, чтобы не создавать в некоторых случаях дополнительную аниму, просто назад ее проиграть? А какие там есть такие анимации? В сосаликах. Так. Вот, и он Player Enemy запустил сразу. Player and Enemy. Хотя должен был плеер запустить. Пам-парам. Надо подумать. Я А, это level up. так определял, что он не поддерживает ёпиковские Notify. Так, подожди, я и не понял. Ты теперь отказываешься от своих или ты дорабатываешь свои? Нормально. Так, это у нас второй залетел левел, потому что мы двоих шлепнули. Это у нас третий залетел еще прекрасно. Вот на enemy залетел, хорошо. Вот, и прилетает первый, который сразу у enemy улетает. А почему? Да на всякий случай делаю. Я недавно пробовал дебаг режим в DS1, и там проигрывание анимации корректно работает от при проигрывании назад. Я свои дорабатываю. Подожди, не понял. В смысле от проигрывания назад? Там проигрывание корректно работает. Вот при проигрывании назад. Хорошо, то я пробовал дебаг режим в DS1. Хорошо. Там проигрывание анимации корректно работает, проигрывание назад. Ничего не понял. Ты дебаг режим хочешь воспроизвести там, где в обратку работает оно? Чисто ради этого? А тебе нужно, чтобы был этот... Или как? Я что-то не понял. Так. Хорошо, это у нас enemy залетел. Потом у нас опять enemy залетел. Потом у нас опять enemy залетел. И у нас 3 раза enemy он залетел. Это интересно. Во-первых, почему он их повызывал по 3 раза? Почему он set card level 3 раза сделал? Так, с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Так, интересно. Самое интересное, что тестил, и все нормально было. Ну вот у оружия во время атаки началось состояние нанесения урона. Я остановил аниму, стал проигрывать назад, и состояние закончилось в тот момент, когда в норме должно начаться. Так, ну вот у оружия во время атаки началось состояние нанесения урона. Я остановил аниму, стал проигрывать назад состояние. Так,
Так, а в геймплее где это будет происходить у тебя? Ну, я понял, что логика не работает. То есть, он, ну... просто я в геймплее думаю, где это... А, нигде просто... И окей, все, я понял. Я понял. А нигде. Просто на всякий случай делаю. Все, понял, принял. Подожди, у нас срабатывает level up 3 раза, правильно? Ой, 3 раза срабатывает. Подожди, а почему он 3 раза срабатывает? А кто тебя вызвал 3 А раза? вдруг я решу сделать ремейк Принца Персии, где будет необходима перемотка назад? Не, ну это да, но... Мне кажется, ты сейчас время убиваешь на то, что тебе не надо. Это прокрастинация, что ли? И как это назвать? Хотя, если тебе интересно сейчас там именно возиться, то это хорошо. Подожди, стою на асфальте в лыжи обутый. Да, вот этого одного мы шлепаем. Плеер. Все, мы пошли дальше, дальше. Софт. Это мы записали софт. Я экономлю свое будущее время, когда уже забуду принципы работы Anonymity 5. Уже верно. Тут бы по-хорошему их проверить, чтобы мы не засовывали его постоянно вот в этот Streamable Manager. То он его на следующий кадр отправит. Дело в том, что... И то не факт. Может быть, там 2 кадра пройдет. Нам это не очень хорошо. Set card level. Подожди. Apply level up card. Set card level. Кто ты такой вообще? Apply level up. Я сюда не поставил этот. Все правильно. Вот set card level, да. Вот он его вызвал. Здесь. Надо здесь ставить его. Так. И вот он залетел плеер. То есть все верно, все корректно. Работал. Effective card эффект. Текущий. Это он тут уровни берет. Написал под уровни. Если есть текущий у этого актив эффекты. Я, кстати, по индексам их записал. Эффект индекса. Эффект индекс это вот этот вот приведение типов. Тут сразу шлеп. Enum wind. И сюда записали. Достали отсюда. Но для плеера тут ничего не записано. Поэтому ему там ловить нечего. И он пошел дальше. Хорошо. Вот set card level сработал. Подожди. Опять для плеера. Подожди, Здорово. Здорово. Подожди, я вот за что люблю, за
Слушай, оно-то работает, не понял. Подожди, у него по 10, 100, я применил. У меня 125. Тут этот плеер. Софт, это все понятно. А здесь сразу в энеми он бросает его. Потому что левел уже 3. Я понял. А, левел ап. Это другой уже залетел, все верно. Вот в левел апе все верно работает. А вот здесь это уже неверно будет работать. By level up cards. Это неверно будет работать. Это надо как-то записывать, что-то делать, думать с этим. Дело в том, что это не будет работать с вот этим вот откладыванием. Вот это все похерит. Так как, смотрите, у нас текущий уровень 1. Мы шлепаем его. У нас текущий уровень там 3 какой-нибудь. 4, точнее, становится. 2 левел, который он еще ловит, правильно? Но он-то блокирует. И 3 попадает в список. И 4 попадает в список. И когда 3 прилетает, то левел-то уже 4, и он делает его для 4. Это проблема. Вот с этим надо что-то сделать. Я не догнал, почему тут set card level происходит. Set card level. А, ну да, это же просто установка уровня карты. Так. А что же сделать с этим? Давайте подумаем, это все закроем. Артефакт, таргет. Так, а можно где-то это записать? Level up. Можно это apply level up cards записать. Кстати, можно ли записать это здесь? Level up. Передать это здесь и тащить его с собой. Я больше других вариантов не вижу. То есть тащить его разве что вот в параметры. Передавать и тащить. Все, больше других вариантов. Карт эффект. Карт эффект таргет сразу тащить. Вот здесь мы его привели, записали. Еле как откопал в файлах ELD датасеты, отвечающие за характеристики мобов. Нашел Маргота. На Вики написано, что у него 1.0399 хп, а в датасете где-то 2500. И как это понимать? Где мне искать логику скилла? Ну, код надо раскопать. Упаль стрим. В смысле упаль стрим? Ничего не упаль стрим. По яйцам дам. Вернулся. Ничего не упал, ничего не возвращался. Все отлично, все работает. Не надо меня тут. Так вот, либо он... Сёк. Да, все. Он либо... Ну, там в коде у тебя просто вот строчка какая-то, что типа такого, там умножение, какое-то деление и прочее. Либо Вики... Либо Опять этот... упал. Видимо, Да не упал, стрим все отжимается. нормально. Пропусков 0. У тебя там что-то шалит. 3 буквы шалят. Тут понимаете, как хотите, что за 3 буквы. Так. В общем, единственный вариант, который я вижу, это тянуть вот этот янамчик с собой. Всего лишь сделать реверс инженерик и проверить логику. Ну да. Имелов на пару часов. Ну, в принципе, я думаю, даже быстрее. Там
Ну а какие у тебя варианты? Если ты хочешь понять, почему в датасете указано 2500, а на деле 10399, то, ну, а какие у тебя варианты? Там формула. А... И то, это если правда там написано. А как они раскопали, что там 10399? Ты что же можешь раскопать эту цифру? Правда там или неправда? Ну ты копать. Копать, еще раз копать надо. Так, ну, в общем, это единственный вариант, который я вижу, это передавать. Также добавить У сюда... меня есть подозрение, что не только формула, но и наложенные эффекты. Формула, но и наложенные эффекты. В смысле? Типа какие-то бафы, забафы, вот эти вот эффекты ты имеешь в виду? Или что там? Так, и вот тут добавить проверку. Добавить bool. И здесь, если он не get, то есть мы софткарт возьмем get, если он не get, то он true станет. Если true, то выполнит Ну эту и где мне часть. Если откопать нет, то источник, сразу. на который полагались писатели Вики? Наверняка придется идти в дискорд Маддинга, чтоб меня все проигнорили. Ну да. Ну слушай, путь сложный предстоит, но а как иначе? Если ты собираешься разобраться, никак. Можешь у ГПТ спросить, может быть угадает. Понятно, что он не знает, но вдруг угадает. Так. У Гимина, кстати, Deep Research ему сказать. Сделай, что он расскажет по этому поводу. Cards of Pass. Дай подумать. Хорошо. Мы подумали. Давай бул создадим. Бул. Утречка. Утречка. Спрашивал. Утречка. И ГПТ в данный момент 20. Да-да-да. Так. Чё, как ты? Да, хорошо. Чё, как ты? Go to... Я не знаю, go to load. Load, я... Ну... Да, держусь. Это, конечно... Держишься? А что такого? А, как переезд, кстати, как бассейн, все дела. Go to load. Не, ну не go to load. Сейчас мы спросим как-то по... интереснее. Переехал, бассейн остался там, откуда переезжал, но он наполняется. Бассейн остался. А что ты с собой его не взял? Reddit Load. Reddit load. Можно и так. Use sync loading. Так, что мне ГПТ советует? А еще я недавно узнал, что в Unreal есть Procedural Mesh Component. И это офигенное начало, чтобы делать свой Майнкрафт. Думаешь, компонент, что-то название знакомое. А напомни, что это? Ну, только не надо переводить по сути. Что он там делает? Что по названию, это понятно. Так вот, что он советует? Use async loading. Be use async loading. Более точно, если хочешь подчеркнуть именно soft ref, load from soft reference. Use async load. Но тут много строительного мусора и коробок. Да и пол не выдержит. Там куча тонн воды. Вот такое вот название у меня советует ГПТ. Мне нравится. Что-то он воды
да. Ну, так укреплять тогда надо. А ты в квартиру переехал с дома? Или как? Так, хорошо. Ты в него вводить данные полигонов, как в графический API, позиции вершин, индексы, цветы и так далее, а он рисует меж. Да, в квартиру из частного дома. О, это прям неприятная история. Это пространства мало, всего мало. Соседи еще и как повезет. Ты мне вводишь данные полигона, как графич. Копи позиции вершины, индекс цвета и так далее. Нарисует. Может, прикольно. Пространства тут больше. Тут больше. Ну, площадь-то может быть и больше. Я не о том, что ты ж как бы когда свой, ты выходишь. Дом в частном секторе у нас маленький. Как Полный говорится, мир. Это бассейн из фильма «Перевозчик» с Джейсоном Стэтхэмом? как говорится, вышел на крыльцо почесать свое, а тут куда? Балкон, лоджия, вот это вот вся история. Даже больше об этом, наверное. Но если в большую квадратуру, то это хорошо. Это хорошо. Так, что я сейчас делаю? Софт. Если он не get, то тогда вот этот вот equal true. Equal true. То есть если хотя бы один не get, то equal true. Или наоборот сделать. Be uses including. Где тогда Я название? все равно 7-8 месяцев в год не особо горю желанием гулять на улице из-за сильной аллергии и страха перед всякими жалящими созданиями. Жалящими создай, блин, так прикольно. Жалящими Вот там создай. бассейн со стеклянным дном и стенками был на балконе. А Джейсон его бац, и хозяин бассейна полетел вниз. Бац. Else. Else вот это вот. Else. Ну, соответственно, этот удалить. Моментик. Такая вот штучка. Это мы немножко его подправили в плане того, что если эти картонки уже загружены, то есть эти классы, которые нам залетают, они в памяти есть, то нам нет смысла его отправлять. Просто как же это будет сделано? У нас текущий поток, он его отправил туда. Наш этот тик закончился, там еще работает. Делаешь карточный рогалик? Нет. У нас, ну, это ответ на твой вопрос. Это не сарказм, ничего такого. Это ответ нет. И так, о чем я... У нас дальше продолжается. У нас новый кадр пошел. Там еще делается. Он сделал этот. Мне нравится Он в новом частный кадре дом, отправляет... но из-за аллергии я не могу полностью пользоваться его преимуществами. Мне самый кайф осень-зима, когда уже никто не летает. Но там редко, когда можно комфортно на улицу выходить. Ну, это да. Еще помню, Это что беда, был короче. стеклянный мини-бассейн в рождественской миссии в Hitman Blood Money. И можно цель устранить, сделав по бассейну пил. Пил. И потом, когда у нас он отправляет, пока тот еще не закончится, и тот, получается, у нас не в текущем кадре, а через кадр выполнится задача. Это минимум. Это если... Ну, это минимум, смотря как он там будет. Поэтому это что-то не очень хорошая история. Мне не нравится. Ну, это я все правильно посчитал, так сказать. Поэтому нет смысла его делать. Зачем? Отправлять его туда. Мы просто взяли, быстренько проверили. Здесь в случае, если true попался, то на нас вариантов нет. Нам надо загрузить его. А если нет, то отправили, понеслась. Хорошо, теперь я хочу в этот метод добавить этот замечательный enum. Принимал его в себя. Дополнение card effect target. Card effect target. Я на клаву не посмотрел, представляете? Я все записал. Это мощь const. Сделаем, что он не меняется. Так, хорошо. Теперь он его принимает.
Запишем его. А так сразу после переезда куча проблем случились. Надеюсь, что переживу их. О, ну это плохо. Что, прям сильные? Или нормально? Так, хорошо, card effect targets. Мы возьмем его. Мы возьмем его сразу здесь, запишем вот эту вот часть. Да. Что значит переживу? Значит, переживу в каком смысле? Так, card effect target. Да. И сюда, естественно, передать. Ну и сюда тоже. Все, есть. Если он его принимает, соответственно, что правильно? Он его и сюда должен передать. И сюда его потянуть должен. И мы его здесь просто применяем. Так, это мы избавились от того, чтобы он что-то не то считал. Ну, как я говорил, что у нас левелы, если поступает несколько уровней, у нас сдвиг по фазе идет. Это плохо. Это нас не устраивает. Правильно? Правильно. Что-то как-то долго он, 13 секунд. Оп. Здесь вот сделаем Health Max. Ну, тут не важно, что выбрать, они все одинаковые. Ставил, да, вот. Сейчас так. Оп. Так, вот Enemy. Он всех пробафал и нас пробафал. Вот теперь все работает. Теперь нет этого сбития. То есть у нас там по 25 заходит. Первый зашел 25 на нас. У нас стало 125. Второй бонус это для нас и для врагов работает. Соответственно, 25 хп им добавилось, у нас было 10, стало 35, и 25 нам добавилось. Теперь бонус должен быть только на врага. Мы его ушатали. У нас 2 бонуса залетело. Вот тут вот смотрим. 25 плюс 35, 60. А наши не дернулись. Теперь наш работает. Сейчас мы учим. И у нас он забафал опять. Не, он вообще никого не забафал. В момент подробнее. Он enemy теперь бафает. Теперь нас бафает. Так. Давай смотреть. То ли я там что-то не уследил, то ли оно немножко не так работает. Давай смотреть, что у нас вот здесь оказывается. И уровни. Молодец, попал. Так, смотрим. У нас нулевочка, плеер, правильно. Дальше. У нас второй левел залетел. Player and enemy, правильно. У нас третий левел залетел. Что там? Enemy, правильно. Первый левел. Мы себя прокачали. Второй левел. Мы enemy и себя прокачали. Правильно? 35. И наши... А наши не учлись. Вот с этого момента подробнее. Почему он проигнорировал нас? А теперь он нас не проигнорировал. И enemy проигнорировал. Я понял. Он все-таки работает не так, как я ожидал. Вот тут вот как повезет. То есть если залетает 2... Привет. Вы пробовали работать с плагином Struch Utils VOE? Если да, то как он вам? Не пробовал. А что за плагин? В чем там? Struct Utils.
Сейчас я быстренько спрошу этого, что это такое. Это набор инструментов, который позволяет работать со структурами так же гибко, как с инстанцией Object, но без лишней нагрузки на памяти процесса. В смысле так же гибко, как с Instance Object. Что значит гибко со структурами? Я в плюсах могу также гибко со структурами работать, как и с классом. Два варианта ответа мне дает ГПТ. Это плагин, который сильно расширяет работу UStruct, делает их более гибкими, почти как UObject. Что это вообще такое? Struct — это движковый engine, но видишь, с UStruct'ами он этот... Не с Это вроде struct'ами. встроенный плагин. Я с ним особо не разбирался. Кстати, это движковый engine, который добавляет инструмент для хранения структуры в динамическом платформе виде, работы с ними через рефлексию, создание универсальных контейнеров для разных типов структур. VA по умолчанию. uProperty uProperty Фу, нельзя. Плагин решает и дает аналоги указателей на struct. Ну, я и так могу указатели на struct делать. Можно создать одну переменную в инстанции от Struct, и в редакторе, или в коде, выбрать для нее любую структуру из списка. Самое важное, что ключевая фича — хранить любой UStruct. Можно менять тип на лето. Работает почти как UObject, но для struct. Пример, используя разные типы предметов, ability, эффекты, EG, масс. Использует этот динамические поля. Можно хранить свойства без заранее заданного struct. Что-то вроде структуры, которую ты собираешь на лету. Это прикол. Я понял, о чем речь тогда идет. Слушай, как ты вовремя залетел с этой фигней. Подожди. А он как базовый уже или я вообще уже обнаглел? Это именно ставить надо. Struct. Куда там? Utils. Нет. Experimental. Да, его нужно включить. Слушай, ну я понял, это очень хорошо, это решает одну из проблем в инвентаре. А что по поводу репликации, как они там с этим реплицируются? Просто, насколько я понял, это же вот эта вот история, что ты создал какой-то там object reference. Да. И да, это по поводу репликации, да, ответ, что я уже улетел мыслей. То есть ты создал здесь, ты сюда засунул любой класс дальше, который пошел, и там у тебя есть какие-то данные, какие-то нет, можно кастовать, не кастовать, вот эту вот всю историю. Приведение типов делать. Слушай, так это классная штука. Это ты вообще в тему залетел. Вот это полезная инфа, благодарю. Надо записать. Как там struct? Details. Просто для инвентаря это очень полезная история, так как у тебя, без этой штуки Unreal-то не воспринимает его. Я недавно игрался с ним. Это очень мощный инструмент, как по мне. Обычный GeoObject. В плюсах-то, чтобы в редактор не лазить, я это и так могу это сделать со страктами. А вот именно, чтобы Unreal это воспринял, вот это проблема. И с инвентарем как раз-таки вот и была та самая проблема. В том, что у тебя... ты создал структуру ячейки инвентаря, все, она у тебя как бы есть. И некоторые айтемы тебе требуют быстрого доступа к какому-то типу данных, которые не нужны другому айтему. Допустим, там оружие, у него есть прочность, а у какого-нибудь
не знаю, кубика обычного, там, я не знаю, игрального, у него нет прочности. И ты либо таскаешь с собой эти лишние данные, либо ты начинаешь играться с U-объектами, которые там реплицируются. Ну, там самому надо репликацию настраивать. И мне не нравится, там она и эти перебирает некрасиво. В общем, ну, там, скорее всего, у ёпиков то же самое под капотом у всех всего происходит, но тем не менее. И, в общем, там начинается. А тут как бы, если ты можешь эту штуку сделать, он просто хранит указатель на структуру. А как они работают? Как они тогда работают? Просто как они тогда работают в плане... у них же они должны где-то храниться, правильно? То есть указатели. И они должны чиститься. Он их воспринимает или не воспринимает GC? Замена U-Object там, где он не нужен. Иногда U-Object тяжелый, требует GC, сложный. Struct Utils дает почти ту же гибкость, но без U-Object. Минусы, нюансы. Плагин долго был экспериментом. Да, он и сейчас экспериментал. Сложнее дебажить, не всегда очевиден API. Репликация, особенно раньше, боль. Реализация жесткая, гибкая. Struct Utils, гибкая типизация, гибкость, производительность, все дела. Когда тебе его используют в твоем случае? Билды персонажей, предметы, датаст, разные типы данных. Struct Utils идеально подходит, особенно для универсальной item system. Ну вот как раз таки ability data, модульных билдов, мини-вывод. Struct Utils это способ сделать все динамическими. Так, ну хорошо. Не, это классная инфа, это полезная инфа. Ну, вопрос по поводу, что он там чистит их как, потому что это указатель. Со структурой тут все понятно, она находится в самом классе, очистился класс, очистился все, нету. Ну, память-то в классе выделяется, именно структуры-то у нас в классах каких-то хранятся. Поэтому там все очень легко и просто. А тут, как мы ее создаем, ну, там понятно, что там есть методы для ее создания, для этого. Ну и, скорее всего, для хранения и очистки памяти. То есть, вероятнее всего, GC следит и за ними. То есть, там создали какое-то управление. Давай спросим про репликацию. Если добавить где-то поле своих структур, то можно использовать этот плагин, чтобы получить на него ссылку в редакторе и блупринтах. По умолчанию в редакторе структуры можно лишь копировать. Ну да, в редакторе, да. Ну да, он позволяет, насколько я понял, именно в редакторе создавать вот эти вот поля. То есть ты сможешь вот тут вот выбрать, короче, как вот эти вот объекты, object reference. То есть создать эти штуки. Ну, это если я все правильно понял. А вот насчет репликации, тут что пишет ГПТ? Коротко, да, но не из коробки идеально, есть нюансы. Главное, типа из Struct Utils, например, F-Instance Struct поддерживает репликацию, но только если внутренний Struct сам корректно реплицируется. Как это работает? Что это значит, во-первых? Replicate это Struct Data. То UA реплицирует тип структуры, такой именно Struct внутри реплицирует ее поля, но... Не понял. Поддерживает, но если внутренний Struct сам корректно реплицируется. То есть ты создаешь это, ты внутри свою именно структуру. Вот такая вот история там. Я понял. То UA реплицируется тип структуры такой именно, если внутри реплицируется. То есть надо репликейт ставить. Лучше скопируй и задай ему мой вопрос. Какой вопрос? Сейчас, да, я дочитаю. Я задам. Дочитаю. Внутренний Struct должен быть валидным для сети. Ага. Же правильно use something. Не будет нормально реплицироваться. Ну, понятно, то есть обычные данные, int, if, float, вот эта вся история он реплицирует. Нет data replication частично. Struct чаще всего реплицируется целиком, а не по полям.
Даже если изменилось одно поле, уйдет весь стракт. Вот эти надо следить за этим. Вот за этим надо следить, так как... ну, короче, надо смотреть, чтобы структура была небольшая. Если брать инвентарь весь. Это может быть проблемой. Смена типа полный ресент. Если ты сделаешь, то уйдет полностью новый payload. Сложная вложенность. Если у тебя внутри массив вложенность, здесь сложность структуры, могут быть проблемы с производителем. Ну вот то, о чем я говорил. Важный момент часто упускают, а используют на сериал. Значит, что он не как обычный ее property struct, у него своя логика сериализации. Отлично, простые данные, int, float, enums, ability параметры, item data, конфиги. Плохо ссылки на ее объекты, большие вложенные графы данных, частые мелкие изменения из-за full recent. Частые мелкие изменения. А вот это, кстати, может быть проблемой, частые мелкие изменения. Допустим, если делать какой-нибудь... там, где у тебя патроны тратятся, что-то такое. И же он постоянно дергает эти патроны. И он будет дергать всю эту... Так, теперь Дендераху давай скопируем. Вопрос этот. Все, смотрим. Коротко, частично, да, но не совсем так, как ты ожидаешь. Главная мысль, Struct Utils не делает ссылки на Struct как object. Он дает хранение Struct с типом, редактирование в Details панель, передачу Blueprints. Ты все еще работаешь с копиями, а не с настоящими reference. Что реально дает Struct Utils в редакторе? Выбор типа структуры в Details панель. В редакторе ты сможешь выбрать тип, редактировать его поля прямо в инспекторе. Это уже сильно лучше обычного Struct. Передача Blueprint. В блюпринтах ты получаешь make instance struct, break instance struct и get script struct. Можно работать динамически. Но это все еще не ссылка. Если у тебя uProperty edit anywhere f instance struct data, и ты передал его куда-то, изменил там, ты изменил копию, если не передаешь его по ref вручную. Ну, короче, в плюсах нельзя поле вот этой структуры как указатель сделать. Нельзя шарить один стракт между разными объектами. Изменить значение исходной структуры не получится. Дерьмо. Ну вот, написано, нельзя шарить один стракт между разными объектами. Типа один стракт, несколько владельцев. Все редактируют один экземпляр. Это только через uObject, dataAsset. Не, ну в плюсах-то ты можешь это все делать. Понимаешь, что ты в плюсах можешь передать по указателю и делать с ней что хочешь. Тебе же никто не запрещает тут взять какую-то структуру отсюда. У нас есть что-то тут мое... Ну, допустим, вот эту структурку передать по указателю и делай с ней что хочешь. По ссылке, по указателю, записать указатель и дергать его в любой момент. И же никто это не запрещает. Но я понимаю, что ты про редактор спрашивал. Ref-count оберка позволяет делить один стракт между несколькими владельцами. Но в редакторе почти не поддерживается нормально. Больше для рантайм. Как решить твою задачу правильно? Ты хочешь ссылку на стракт, редактируем в редакторе. Есть только два нормальных варианта. Вариант первый правильный для редактора. Dataasset использовать. Понял? Это настоящая ссылка, шарится между объектами. Идеально для билдов предметов. Вот так. Вариант 2. Гибкий рантайм. Struct Utils. Когда типы разные, нужна динамика, не нужна шаренная ссылка. Да, но с датастами есть проблема. Они-то реплицируются, все окей, но проблема в том, что они статические данные, ну, в плане того, что неизменные. Так, итог. Struct Utils дает удобный UI и динамику. Можно редактировать в Details панель, не дается настоящие ссылки на struct, не заменяя dataasset. Все просить по одной строке. Struct Utils — это умные копии, а не ссылки. Вот так вот.
То есть это не совсем то, о чем я думал. То есть ты можешь, да, разные данные туда дать, но это не совсем так будет работать. Поэтому, наверное, не особо это подойдет для моей ячейки, то, что я там задумал с инвентарем делать. А задумал я там с UObject работать дополнительно. Причем UObject, он не будет реплицироваться, он будет только на сервере существовать. Вот. Там такая замечательная история. Ладно. В общем, хорошая штука, я записал, но надо потестить будет. Смотреть. Мне кажется, оно не подойдет все-таки. Так, ладно, возвращаемся к этому. Вот эта штука у нас не совсем по очереди работает, как я думал. То есть у нас залетает, допустим, enemy. Не то, чтобы это проблема, я не особо планирую, чтобы мы там по 5 уровней за раз получали. То есть можно и оставить и так, но сам факт, что у нас, допустим, вот залетает первый плеер, он заблокировал. Он поставил вот этот на true. Он нам заблочил. Он залетает дальше player and the enemy, а потом залетает и улетает его в таймер. Потом залетает enemy, улетает в таймер. И вот тут непонятно, кто первый сработает, потому что они одинаково плюс-минус запустятся. Как он их там запустит, непонятно. И может так произойти, что первым прилетит enemy улучшение, а потом прилетит для этого улучшения, для плеера. То есть, и это в случае, если у нас 3 уровня будет получено за это время, что, в принципе, маловероятно. И, кстати говоря, что произойдет? Я, может быть, знаю, как это пофиксить. Может быть, но это не точно. Знаете, в чем прикол? Если вот в эти 0.47 мы получим уровень, то он нам его собьет. То есть, как будет происходить? Мы получаем первый уровень, он нам его блокирует, а второй уровень у нас отправляется сюда. Потом у нас пауза отжимается, и в 0.47 вот эти вот там на 0.2 какие-нибудь мы получаем еще один уровень, и он залетает сюда, он проверяет, этот не будет, и как бы он уже заблокирует. И когда вот эти 0.47 закончатся, он опять залетает сюда, и тоже улетает опять в ожидание. И тоже получится сбив. Поэтому как-то не очень хорошо. Некрасиво. Не очень красиво. Поэтому... Я же говорю, это не то, чтобы проблема прям проблема. Просто некрасиво будет смотреться то, что у нас привычно все по одному, а тут бац, по каким-то причинам получили кучу уровней, и у нас сбив пошел. То есть у нас не вот этот вот player and enemy, а player, enemy, player, enemy, player and enemy, допустим. Если мы там кучу их получили, вот такая вот штука произойдет. Это некрасиво. Но я же говорю, я не то что планирую, что были такие случаи, что он получает много уровней за раз. Поэтому да. Ну ладно, давайте думать. Давайте это оставим на потом. Потому что я говорю, это не то, что проблема. Просто некрасиво и все. Сейчас что-то мудрить не хочу.
А это что такое? Здоров. Здоров. А что это такое? Как жизнь? Да, Молодая. Молодая. Да, хорошо. Нормально. Идет. У тебя как? Мужик, что пишешь? Игру. Игру пишу. Что за код view? Какую? Интересно. Что-то наподобие... Точнее, не наподобие, а между Vampire Survival и Diablo. Это плагин для просмотра и редактирования C++ кода прямо внутри Unreal Editor. Самый частый его суть открыть прямо в искать текст, переходить по строкам. Срать рака между переходами. Играбельно. Срать раком между... Это как? Подожди, код view, что это такое? Рестарт. Можешь объяснить Нефагу, как ты с открытым редактором скомпилировал написанный код в визуалке? У меня шики супет, если открытый редактор. Никак я его не компилирую, я просто сохранил его. Конечно, тебя сыпет, потому что он в процессе работы. А где? Мне обещали, можно посмотреть код в этом, в чего там нет. Зачем нужно время работе? Сейчас я тут балуюсь. Меня уволили с должности Плохо. Осуждаю. И зачем такие слова пишешь? Бан тебе дадут. Edit, plugins, включить вызов, открыть окно, Windows Developer Tools, Windows. У меня много. View. А ты уверен, что можешь его осуждать? Может, ему можно? Я всех могу осуждать. Так, ну это header preview. Как еще раз называют? Plus source code. Что я могу сказать? Ну это Через и день было. подошли и сказали, ты уволен. А я такой, ну как так? А они такие, ты больше не черный. То есть, ты будешь Что за- осуждать чернокожих, которые используют N-слово. Расист? Да, я. Здесь открытие файлов. Короче, я ничего не понял, я его снесу, этот код view. Код view, я ничего не понял, где как он работает. Все, рестарт. Зачем рестарт нажал? Надо было просто закрыть. Так, теперь тут все починили вроде. Перечинили. Объяснить мне файл, как это открытым редактор скомпилирован написанный код визуалки. Я занимался разработкой движка. Слушай, прекращай баловаться. Я понимаю, что по нику там 5 класс, но как бы бан светит. Так.
Погнали делать главное меню. Что нам надо? Классы я уже посоздавал. Давайте набросаем все-таки, да. Открываем. Открывал, закрывал. Теперь открывать. Я в 5 метрах классе, разрабатываю игры на Unreal Engine. Ну, наверное. Я ж не знаю, какие сейчас там программы в 5 клашах-то. Да мне знать. Может, там уже Unreal преподают. Unreal Engine для каких-то богатых. Наверное. У нас тут принято говорили Unreal Engine. Да. Так, погнали виджеты. Ой. Мы меню. Мой комп не тянет. Подожди, я и ник твой осуждаю, только сейчас увидел. У меня есть предположение, что это наш, как там, старый знакомый. Комп не тянет, это грустно. Это грустно. Так, VVP. Main меню. Наверное, надо его как... Да, это я. Да, это я. Кто я? Кто это я? Я это кто? Кто я? Телефон тоже не тянет. Телефон Unreal не тянет, но это беда, да. Main меню. VBP main меню. Там же как он... Можно его как HUD использовать. HUD еще надо создать для main меню. О, это же и контроллер туда надо засунуть. Я твою душу шатал. Это же вообще все под main меню надо сделать. Там классов понасоздавать надо. Просто тьму еще гейммод надо создать. Отдельный под main меню. В него HUD засунуть, контроллер засунуть, павна засунуть. Я того душу шатал. Павна там можно пустым оставить. Базово ему двигаться не надо. Контроллер нужен. Я того душу любил. С класса будем создавать. Так, player давай. Меню. А можно вот так сделать? А нет, нельзя. Они же должны именно от этого наследоваться. Все равно. Но инстанс там, понятно, не надо делать. Main меню GM. Main меню HUD. Main меню контроллер. Я ответственно заявляю. Гейммод, main меню, гейммод, main гейммод. Я, конечно, да. Меню, гейммод. Так сделать. Ты работал в GDF студии? Нет. Гейммод. Сюда я хочу создать папку main меню. Точки.
Привет. Да, привет. Сейчас сколько классов создавать. Че, все закупились? Привет. ГДД, пошаришь почитать? Что? Привет, что это значит? Что ты хочешь? Чего хотел спросить? Все закупились вторыми видеокартами 5090 для DLSS 5? Так, опрос надо запустить в этом. Создать опрос. Создать опрос. Гамеди документ, пошаришь почитать? А геймдизайн... так его и нет. Я его не писал. Мне просто интересно, как все будет выглядеть, или... Без плана делать сложно. Беспорядок получается. Ну, у меня план есть. Так, все, я просто на Твиче, ой, на Ютубе создал. Так, план-то есть. Здесь... Просто он вот здесь. Да и мне так проще, на самом деле. Не странно. Просто если что-то поменялось, у меня в голове быстренько шлеп, оно и поменялось. Все, так не идти куда-то что-то еще менять там. Unreal Engine не оптимизированная хрень из говнокода и плесени. Нет. Проблема не в... Ну... То, что не в основном... в основном не в Unreal Engine проблема. Проблема в том, как в геймдеве устроена вся история, когда игру разрабатывают. Это начинается, ой, а нам надо вот какую-то штуку. Что обычно делают? Тут как-то плагин ищут на площадке и прочее. Там, вот нам надо реализовать какую-то механику. А давайте вот этот плагин возьмем, и вот этот плагин возьмем, и вот этот плагин возьмем. Что-то как-то... соединить их как? А у нас есть только говно и палки. И вот с помощью говна и палок соединили все это вместе. Разные плагины. И оно вроде как-то работает. Все, игра готова. Первый плагин, второй плагин, третий плагин, 10-й плагин. Все соединили. Мы разработчики. Мы создали игру. Вот так. А то, что там плагин писался фиг знает когда, там отвали был сделан и прочее, и они там не очень совместимы и так далее, и тому подобие. А кого-то все в релиз. Но это мое мнение, которое претендует на истину в последней инстанции. Так, потом плеер. Я работал в GTA в студии. Там 2 разработчика работали овертайм. В какой студии работал? Что за проект? Что за ноу, по-моему, плеер контроллер? А где мой плеер контроллер? Подожди, сейчас забегала. Main контроллер, плеер контроллер, я понял. Ну ладно.
Популярный проект относительно. О, ну это довольно точное описание. Main меню. Air контроллер, create класс. Вообще насчет этого, как его, дизайн документа, вот этого, его, может быть, и стоит создать чисто для, чтобы не рассказывать постоянно, просто ссылочкой даешь, там люди заходят и читают. Будет вдохновение, может, и сделаю. Ну и плюс инвесторы, все дела, там, эта история. Эх, мечты, мечты. Так, reload all. Так, спокойненько сейчас добавляем новые классы. Так, player контроллер есть, надо добавить. Надо добавить HUD. Да-да-да. По-моему, все. Так, а что за популярный проект относительно? Что значит популярный проект относительно? За движок. Если Unreal у тебя не тянет, что там делал? Если это Unreal, конечно. Столько вопросов, так мало ответов. Что еще надо? Геймод. Этот уровень еще надо, но уровень мы создадим в этом. Павн надо, но Павн я не планирую, чтобы он там ходил как-то. Что особенное делал. Я думаю, мы просто ничего не укажем там и все. Как-то так. Подожди. А я могу так делать, или я так не могу делать? Да, мне надо, чтобы он где-то их хранил. Создавал. Это я по поводу структур думаю указателей. Я-то в плюсах ими могу пользоваться. Если отказаться от того, чтобы в редакторе ими пользоваться, он должен будет... Ну, так это данные. Данные передает. Виджет. Слушай, так я могу пользоваться и все равно этим. Просто передавать их как... Непонятно, что будет, правда, с репликацией. Он их не передаст. Там все нахер поломается. Все поломается. Все поломается. Так, еще раз.
Мы создали. Будь. Спасибо. Дароу, а ты тестировал запуск игру через реальный интернет? О, нет. Не. Да там вроде ничего сложного на бумаге, так сказать. Надо передать циферки, буковки. И у Unreal все настроено. Там вводишь, бац, приконнектился. И тестишь. Вот на бумаге. А как в реальности, там фиг его знает, не тестил. Где-то что-то видел, где-то что-то слышал только. Закрыть. Пока оставить, это закрыть. Погнали, создадим новый уровень. Main menu. Level. L. Прекрасно. Так. А ну, уважаемые знатоки, кто помнит. Фигня делаю каждый раз, блин. Каждый раз как заново. Как же там вот этот, по-моему, да? Вот он, красавчик. Есть контакт. Есть. Открыли, сохранили. Так, World Settings, Game Mode. Нам надо создать его. Player Main Menu. Blueprint класс. И что делаю? Main Menu. Game Mode. О. Готов тут. Так, здорово. Да. Здорово. Есть гейм. Пропускаем. Это мы сейчас создадим все. У нас main. Что делаем? Main. Меню. Контроллер. Контроллер. И HUD. Main меню HUD. Так, есть контакт. Погнали этого товарища. Записываем его сюда. BP Main меню, Player Controller. И HUD BP Main меню HUD. Ну, дефолт Palm, да, обычный Palm будем использовать. Play. HUD он не тот создал, потому что я не указал его сюда. Так. Угу. Сохранить, запускаем. И вот он наш HUD создал. Наш контроллер создал. Оки-доки. UI only, по-моему, у нас там как мы делаем эту всю историю. Мы вот такую штуку создаем. Set курсор during capture. У нас курсор.
9-го душештал. Подожди, а что он мне методы не создал? А чё он пустые-пустые прям мне посоздавал без каких-либо, без конструкторов? Что за подстава? Ну ладно. Right. Супер, begin play. Это вот поставим. Input mode UI. Input mode UI only. Behavior log set input mode. Behavior log mode. Log. Что это? Ладно. Так, это первый момент. Ну давайте посмотрим сейчас. Перезапустим. Ну, тут все простенько, ему ничего такого не надо. Там в основном в этих виджетах вся эта история будет. И с этим, как его, сейчас дам больно, game, как его, инстанс. Нам надо будет играться. А game instance это же чисто локальная история. Ну, она и для сервера существует, но она и локальная. Подожди, а как она на сервере существует? Ну, в плане понятно, что она, когда запустилась, она существует, но что такое запустилась для него в этом случае? Так, подожди. Все, ничего не двигается, хорошо, нас это устраивает. Хотя, может быть, дефолт Palm это виноват. Мы двигались, потому что там логика у них настроена. Они же любят логику настраивать движение в этом, в плавных характерах и прочее. Есть контакт, хорошо. Теперь мы с хадом играемся. Нам надо в хаде создать здесь тоже виртуал. Gameplay. Right. Gameplay. Здоров, я вчера по твоему гайду Здорово. Энанчуренку делал. О. И это хорошо. Что, получилось? Или говно гайд? Так. Хад. Что я хотел? Я хотел кейсабл
класс off и subclass of v main u. Давайте сначала uv main menu. Класс, main menu класс. Хорошо, мы создали его. Теперь нам надо его записать. UV main menu. Наверное, T subclass и soft. T, подожди, T, U, T, U. Садили меня на эту шляпу. Теперь вот это дисплей прописывая эту всю фигню. Так, тем же меню. V main меню. Меню. Create. В смысле? Я того душелюбил. У него серьезно нету. Ему надо именно хад подключать в его эту шкуту. Серьезно. Да, ему надо подключать именно виджет. Но тут-то не будет проблем с этим. Я же сам виджет должен подключить. Но сам факт того, что он даже не знает об этом, это, конечно, да. Виджет. Opening player get как я там делал? Ну дай посмотрю. Я this передал. Не, player owner передал. Контроллер какой? Что за игра? Player owner. Vampire Survival и Diablo. Между этим и этим. Так вот. Owner main menu класс. Что создали? If. Значит, вот это он. V-main menu. Не шарю. Вкратце о чем будет. Привет. С днем шершавых пяток. Привет, спасибо. Хороший день. О чем будет? Ну, ты стартуешь. Вот у тебя главное меню, которое вот мы сейчас как раз делаем. Ты там выбираешь, за какого ты персонажа играешь, там, допустим, за рыцаря, мага или лучника, к примеру. За какой класс. Потом ты составляешь билд, если у тебя есть таланты распределить, как там что выучить. Дальше ты там его одеваешь, если у тебя есть шмотки, переодеваешь что-то. И нажимаешь, выбираешь карту, на которой ты хочешь дальше, ну, забег сделать. И начинается забег. На тебя идут волны, и ты их убиваешь. Тебе дается опыт за это. Но и когда получаешь уровень, тебе бац, какой-то апгрейд дается. Ну, там в основном на дебафах будет история.
есть какой-то дебаф вылетает. И ты должен выбрать, какой дебаф меньше для тебя, ну, или лучше будет. То есть меньше ударит по тебе. И ты его выбираешь, потом еще раз уровень получаешь. Там уже дебафы для тебя и для врага будут работать. То есть, который задебафает и тебя, и врага. И ты уже там думаешь, что и как. И таким образом продвигаешься дальше. Там на карте всякие активности. Постой в точке, передвинь что-нибудь, отнеси. Ну, такая карта небольшая. Ну и раз в какой-то промежуток, я думаю, будет появляться босс, с которого падают очки для апгрейда. Вот. Ну а дальше там уже квесты какие-нибудь. Квесты добавить общие, классы дополнительные и прочее, прочее, прочее. Но сейчас самое простое, это что просто заходил и дрался пока без уровней, без шмоток. Без прокачки просто заходил драться. Вот, короче, такая история. Так, это viewport. Дальше нам бы инициализацию зафигачить. Как думаете? Зафигачить ли нам бы инициализацию? Я, правда, пока не знаю, что там будет инициализировать. Кнопки. Они и так добавятся. Контроллер. У них так есть доступ к контроллеру. В принципе, ничего Кем не работаешь? надо. Никем. Так. Стримером. Стримлером. Да. Нет. Мы его добавили, и теперь мы идем в него. А зачем геймод мы создаем? Ну чтобы... может быть, понадобится, но потом. Так, с плеером-контроллером пока все. Закроем. И с ходом сейчас надо будет посмотреть. Добавит он его, нет. Ну, то есть добавить его класс. И смотреть на него. Где как язык программирования учил? Это очень длинная история, но если, как говорится, не в де юре, а в де факто, то на стримах он в процессе создания всяких разных проектиков. Ну, то есть блюпринты вначале освоил, вот так чисто по гайдам, что-нибудь там наковырял и начал стримить. И ковырял дальше. Потом пришло время плюсов, открыл гайды, смотрел гайды и ковырял. Ковырял, и вот наковырял что-то. Так, все в бою. Все в бою, так сказать. Так, хорошо. Вот это у нас Widgets Main Menu. Давай-ка у нас сюда зафигачим. И сюда зафигачим бордер. Бордер, пожалуйста. Ну да, я же не добавил. Молодец. Ну да, ругаешься, это понятно. Все добавляет, все хорошо. Погнали. Во-первых, что я хочу? Я хочу что-нибудь необычное. Как-то выпендриться этим главным меню. Что я придумал? Ну, это не то, что что-то супер новое, но у нас будет пока сейчас наглядно показать. Просто наглядно показать. Ой, сайз 0. $1920. 0.
Подожди. Давай вот так сделаем. Position. .5. Осуждаю. Вот такая вот история. То есть у нас есть сверху, тут надписи всякие идут. Потом у нас появляется вот этот покемон. Допустим. Вот сейчас ему цвет изменить немножко. Вот такой. То есть у нас тут сверху надписи всякие идут. Ну, понятно, что не такие тонкие, побольше. Там... Что там? Ну, играть, допустим, по центру. Настройки где-то там шестереночка сбоку. Какие-нибудь. А здесь стандартные там персонаж, скиллы, инвентарь. Еще какая-нибудь фигня. Ты на это нажимаешь, и у нас вылетает какая-нибудь подменюшка, допустим, персонаж, там, выбери, какого персонажа ты хочешь. Да, и тут перечисление персонажей. Там рыцарь, лучник, маг, чернокнижник, некромант, ушлепок, библиотекарь там какой-нибудь. В общем, понеслась список. Выбираешь, они тут появляются у тебя, да? То есть отображается их информация, там, как он там сам выглядит. Ты его выбрал, все. В этот момент он сохранил его. То есть, когда ты нажмешь играть, он его выберет. То есть, за него пойдешь играть. Потом нажимаешь skills, он выбирает именно текущего персонажа. То есть, ты вначале персонажа выбираешь, потом его skills. Skills выбрал. Тут, допустим, выезжает менюшка у нас ветка, там маг, льда, огня, молнии, по классике все. И веточка там, жух. Дерево талантов пошло. Дальше, ну, инвентарь, понятно. Ты нажал инвентарь, бац, тебе выезжает там инвентарь. Там сундук с одной стороны выезжает персонаж. То есть его, то, что у него внутри, то, что... Ну, то, что у него в инвентаре, то, что на нем, и сундук, куда можно все переложить. А потом там квесты какие-нибудь, допустим, там список персонажей, там бац, персонаж появляется, и там диалоговое окно с ним. Там еще какие-нибудь штуки. Ну, это квесты, вот это все, это все на супер потом. Ну, квесты особенно на супер потом. Инвентарь вообще на потом просто. И так далее. В общем, такая вот идея, как все это будет выглядеть. И мы сейчас будем этим заниматься, реализовывать всю эту историю. То есть первое должно быть это у нас вот этот основной, в котором содержатся кнопочки. У нас есть два варианта. То есть либо мы делаем вложенность. То есть, как бы так сказать, вот у нас основной есть наш. И у нас есть вот эта шапка, да, которая там спускается вниз. Вот эта шапка, это как раз-таки отдельный наш класс. А вот settings, который мы хотим там добавить, допустим, там сбоку где-то, который будет, это совсем другой уже товарищ. И вот этот main меню, который VBP main меню, он менеджит вот эти вот штуки. А шапка свои уже менеджер штуки. В шапке уже у нас находятся вот эти вот кнопочки. Кнопочки находятся. И находится вот эта вот подменюшка. Класс подменюшек. Потому что он должен будет понять, какую подменюшку он должен создать. Да, и там должен быть свой класс. Свой класс подменюшки. То есть он-то одинаковый. Понятно, что там кнопочки. Как в инвентаре, правда, кнопочки делаете. Потому что там не будет подменюшки. Там он должен другую штуку создать. Ну, Virtual Void нам в помощь. Правильно? Метод запустили. Он там разбирается, что делать. Ну да. Ну, как бы других вариантов я не особо вижу. Других вариантов я не особо вижу.
Давай батон сейчас сделаем. Батон сделаем. Я вот сюда батон добавлю. Просто как набросок в плане того, что вот здесь settings должен быть. Не будете, можно текст сразу? Текст. Значит, settings, батон, size to content. Угу. Все. Пойдет. Хорошо. Можно этот меньше сделать. 24. Не так сильно бил глаза. Всё. Допустим. Ну, там шестереночка будет какой-нибудь. Найти шестереночку прозрачненькую ее сделать, и все. Погнали, сейчас будем класс. Ай, классов там будет просто немерено. Баттон, кстати, я баттон создал уже. Батон я создал, класс батон. И character loadout. Это именно, вот как раз таки, не сама шапка, это именно сборка персонажа. Я немножко по-другому хотел. Ну, как я сейчас смотрю. Привет. Сколько Привет. весит твой проект на Unreal? Сейчас, да, копейки. Там пару сотен мегабайт, может быть, со всеми бинарисами и прочим. Да, это без бинарисов. Подожди, бинарис там за гиг улетает. Это с сейвами какие-нибудь. С сейвами, да. Без интермедиати, без бинариса. Сотен мегабайт. Так. Character loadout. Вот я уже создал. Еще я вот такой вот веб-баттон создал. Но это классический веб-баттон, то есть который мы используем. У него есть он button use, на который мы подвязываемся. Это когда кнопку нажали. То есть мы одинаково их создаем. И, А теперь сколько весит сам Unreal и плагины? О, Unreal и плагин. Я не знаю, его в 50-60, по-моему, весит. Или 70 даже. Или подожди, или я что-то преувеличиваю. Ну, по-моему, так. Он же там штуки для плюсов распаковывает дополнительные. Поэтому, да, где-то так он и весит. Там 50-60. Так, ну, значит, вот это character loadout будет. Это шапка. Нам ее надо сюда добавить. И в ней как раз-таки вся эта история содержится. Давай сюда. Character loadout. Штуки для плюсов только 58 ГБ весит, если ты продебаг символы. Только они для... Видишь, 58. Да я не помню, сколько там весит. Ну, сколько Unreal сам? Гигов 20, ну, вот 78 получается. Ну да, я помню, что они дофига весят. Но вот сколько именно, я не помню. Так, хорошо, открываем его. Там кнопки, и он должен будет занимать, в принципе, все пространство свое. Поэтому там... Это вся моя память. Печально. Я думаю... Блин, а он должен будет расширяться. Должен будет расширяться, причем на весь экран. Если не получится сделать так, чтобы было хорошо, чтобы этот...
То есть это canvas, canvas. Что там canvas, что здесь canvas. Буквально создаем canvas и сюда засовываем horizontal box. Horizontal box, который мы делаем вот такую вот вещь. Таким вот образом. А не как там. И size to content. Ставим ему. Так, идем, добавляем сюда батоны. В батоны их добавим. Давайте в батоны. Да, ну, может быть, много будет. V-батон. И BP. Батон. А что если сделать вот так? Просто открываем его. Так, он здесь у нас хочет батон и текст. Мы просто батон создадим. Батон и текст. Без каких-либо приколов. И настроим для него эти все штуки-дрюки. Но я, наверное, больше хочу... А можно здесь? То есть текст. Я, наверное, больше хочу, чтобы он был прозрачный. И он менялся... На какой стадии создания? Начальной. Так. Ну как, есть урон нанесения, есть получение уровня, есть получение урона, расчет урона, есть бафы, дебафы есть. Сейчас запускаться главное меню, есть условия окончания этого, и уже появляется цикл, то есть игры самой. Как ты запускаешься, дальше там накидать. Добрый день. Добрый день. Подожди, а Ховред у нас же нету, чтобы он менял тинт именно контенту. Потому что вот он будет менять себе, а я хочу, чтобы он контенту менял. Что за игру вы создаете? Vampire Survival и Diablo. Между Vampire Survival и Diablo. Ой, что ему плохо. Подожди, так у него нет доступа к этому, что ли? Ну, через вот эти ховеры. Оу. А если мне надо... Не, я-то знаю, как сделать, если мне надо. Просто я-то хотел здесь наклацать и все. Но мне что, придется подвязываться условно на делегаты?
есть это некрасиво, как минимум. Вот и только текст показывается. Подожди, а где батон сам? А, я его скрыл. Найс. Ладно. Так, найду. Или не найду. Ну, я полностью его скрыл, да. Поэтому я его не найду. Его надо еще открывать там. Вот он только мета. Ладно. В общем, суть в чем, что мы подвяжемся на... Даже тут не создать его. В общем, на его делегат здесь, на этот, и будем тянуть, короче, шляп, получается. А есть ли другие варианты или нет? То есть менять вот этот color and opacity. Ну, самого текста лучше сразу менять. Подожди, мы же можем так сделать. Вот, кликит он, press on, forward. Вот. Да, но вытащить-то из этого мы не можем здесь. Надо будет открытую сделать просто, если чтобы достать. Но... Какие варианты? Всем привет, как думаете учить CS, с учетом того, что я Java разработчик? Привет. Ну, а зачем? Если есть работа и мне нравится и так далее, то зачем? Ну, то, чем ты занимаешься. Если не нравится, то еще раз подумай, если есть работа. Вот если хочется, нравится, и есть куда, зачем и почему, то, конечно, да. И не важно, какой там язык. Так, color and opacity придется сюда менять. Здесь мне просто хотелось бы, чтобы мы наводили, у него просто текст менялся. Здесь. Если хочешь стать универсальным разрабом, учи ассемблер и сам пиши себе языки. Молодец. Совет хороший. Даже если все не нравится и хочется что-то поучить, перед изучением подумай еще раз. Да. Не, просто аж должна быть цель какая-то, ну, что именно хочешь получить от этого. Если просто что-то скучно, что бы поучить, ну, подожди, оно потом отпустит. Так сказать. Ну, как же сделать так, чтобы было хорошо? Или это уже мудрёшь? И уже мой опыт перегоняет. Хочется уйти в разработку движков. О, Чем тебе не нравится цель поучить S? не цель поучить, просто цель поучить, просто так. Ну, если тебе это нравится, то это все окей, но дальше цель-то есть. И уже могут перегонять, хочется. В разработку движков, ну, слушай, это надолго. Это прям надолго, и я хз, как там, что по рыночку. Ну, если просто как хобби, то все отлично. Но это надолго, это прям супер. Это надолго, это не месяц, не 2, не 3, не год. Это прям очень надолгая история. Будь готов к этому. Надолго и никогда не окупится. Да. Ладно, вот этот ее property мы сюда запишем. Как Рудимба, что ли? Если есть лет 150 в соло.
Edit, Ну, это если ты сод-разраб. А если есть тимы и финансирование, то можно подумать. Это совсем другая история уже. Ну да, это вполне. Точно такая же история для этого надо. Все заново перезапускать, потому что ему может быть плохо. Мы не хотим, чтобы ему было плохо. Или категорию тоже добавим. Давайте тоже категорию добавим, что он в батоне находится. Ой. Блин, ну это интересно, конечно, с наведением этот. Это в блюпринтах мы сейчас логику напишем, потому что в плюсах мне не везде нужна эта логика. Это чисто такая локальная история. Она будет использоваться и там, но вот в других местах не будет. Там именно батон будет. Другой этот. Интересно, конечно, очень интересно. Так, теперь мы заходим. У нас здесь батон должен был появиться. У нас ничего не появилось. До этого учил Зик, написал слабый движок. Понял, что надо уходить в язык без гиперконтроля памяти. Зик. Это что такое Зик? А, на Rust еще можно. Ну, там тоже контроль памяти, все дела. Но плюсы, плюсы это надолго. Ты там с памятью начнешь писать, там будут куча ошибок, будешь кучу всего нового учить, потом переписывать все подряд. Это супер надолгая история. Прям непередаваемо, насколько надолгая история. Так. Текст блок. Текст блок и батон. Батон, хорошо. Вот мы с ними работаем. Он pressed, он released, он hover, он hover. У нас hover есть, и вот у нас есть unhover. О, что он должен сделать? Он должен сделать set text color. Мы ему должны задать, какой color. Я того душу любил, если честно. Бараш. Где батон? Style. Из батона style достать. Style. Get style. Стало скучно в Java, вот и начал экспериментировать. О, ну, это ж я говорю, но если вот просто из-за того, что стало скучно, оно потом отпустит. Просто, ну, врываться так на энтузиазме резко в разработку движка, ну, это... В общем, А давно в Java? это надо, ну, прям очень мощно готовиться морально к тому, что это прям супер надолго. Так, у нас есть hover. Здесь сделать. Не надо, но тебе. Не лезь, оно тебя сожрет. Да, вот это история. Денег там нет. А где деньги есть? В Unreal есть деньги? Есть еще работа в Unreal? С 17. Как с 17, а сейчас 18, да? Тинт. А можно Teams сразу сделать? Его передать, ну-ка, А если не секрет, кем работаешь в Java? Много платят? Года. А, 17-го года. Загадочный чел.
Хочет, чтобы мы узнали, сколько ему сейчас. Да не, он не просто неправильно Ага, да. понял я. С года, да. Color and opacity. Сюда принимает Slate Color Structure. Slate Color Structure. Это вот это вот. Да. 10 раз. А, так это он и есть. Подожди, сплит. Вот. Твою-то мать. То есть, set. Я тоже на Java, но я с 20-го года. И сейчас тоже активно Unreal изучаю. Color use row. Все на Unreal. Ребят, здесь здесь удача нужна. Вы... Здесь бабок нет. Ну, по крайней мере, я их не нашел здесь. Хотя, ну... В общем, у нас... Что здесь? У нас set color and opacity, но дело в том, что он тинт... А, тинт он тянет, что это я? Вот тинт он тянет, set color and opacity делаем, и все. Blueprint учите. Там можно сделать full игру. Конкуренты нам не нужны. Блюпринты учите. Да, 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 в блюпринты начинаете там. Так а что толку? С блюпринтов все равно переходят на плюсы. Подожди, нам вот эта вот история. Да нужна, о чем еще? Медленно. Влад, а у тебя что там? Ты там, я заходил, смотрел, там какие-то системы делаешь без зависимостей. Но я не об этом хотел спросить. У тебя как ты там в Unreal работаешь или что там? Или это пока тоже как хобби? Да это не для работы, это так, хобби. Ну, Не переходит. Сейчас много адептов чистых блюпринтов. не переходят. Не знаю, у меня я перешел, я не жалею, я вообще кайфую от... Нет, портфолио делаю. Понял. А я тоже начал, я там в этот... тайну, только вам скажу, вы только никому. Я там на свой GitHub сливаю все свои эти предыдущие проекты. Ну, там шляпа, конечно, все написано еще по-старому. Но, тем не менее. Так. Boundary alignment. Репозиторий надо будет поискать. Если интересно. Так, подожди. У нас это при hovered, а при unhovered мы должны его вернуть обратно. Блин, то есть записать. На серверах ЗП плавает так, как менял работы. На данный момент 60 PS, при том, что я делаю все через И, а сам сижу пинаю балду. 60 чего? $1000 в месяц? Через И делаешь, пинаешь балду, прикольно. Или что такое PS? Пиастра или что? Разбираюсь в другом подходе. Просто понравилась тема с переиспользованием кода в любых новых проектах, просто подключив плагин. Ну и развивать и вылизывать его производительность и частоту можно до идеала, потому что менять код не нужно будет. Ну это да. Ну, я когда плагины делал, тоже отдельно Дошиков хах, рублей. 60, так это Но парадигмы немного там вроде совсем нет. иная, мозги кипят пока. Там вроде иная кипит пока. Ну, там иная, да, потому что тебе нужно постоянно эти создавать. Код Андершлиппингом, который перенес сеп из нашего данжен проекта. Поностальгировал, поблевал и удалил нижние пробелы. Вот и правильно. А по поводу этого, там же надо тебе постоянно эти создавать интерфейсы, чтобы он с ними взаимодействовал, поэтому... Что-то очень там, мало да. для Java, с опытом 8-9 лет. Ну да, как-то 60 что-то маловато. Согласен.
Ну, в общем, да, там по-другому. Тебя, особенно когда тебе хочется как-то упростить, знаешь, какую-нибудь структурку ввести, чтобы и тот о нем знал, а она вроде в другом месте нужна, и вот это вот начинается. Вот это прикол. Ну да, есть там свой такой вайб. Ну он же сказал, что балду знает. Так, вернемся к этому. Знаете, что я тогда делаю здесь? Вот это вот я в помойку отправлю. Текст. Color, я сделаю его. Тихо. Get color. Допасите сюда. Сюда. Я запишу его начальный. Вот, я запишу его начальный. И на вот этот unhover он будет делать вот эту часть. Recombine. Он будет делать вот эту вот часть. Дурацкий. Мне уже плохо здесь. Я уже не могу. Хотя раньше нормально сидел. А вот тут вот... чё? Там есть этот спрятать. Угу. Так, вот спрячь. И вот так вот. Да, Весело. там как раз интерфейсы. Разделение по слоям и нельзя жесткие связи иметь, и пока не знаю, что и куда скачать. Но потихоньку разбираться начал. Думаю, через годик уже буду нормально разбираться в той архитектуре. Плюс подход с Gamma Features позволяет в рантайме подключать и отключать плагины с логикой. В общем, сложновато пока. Ну, да, там сложно из-за того, что тебе нужно искать всегда обходной путь. То есть ты не можешь напрямую взять и просто пойти и сделать это. Но ты же понимаешь, что вот эти вот все системы, они напряжнее для системы. Как бы странно не звучало. Ну, то есть программа, написанная вот таким вот образом, она же будет медленнее у тебя работать, чем в тупую вот этот напрямую обратиться за счет того, что у тебя там виртуальные методы. Да, перформанс будет хуже. Ну, не только там виртуальные, там еще всякие приколы, у тебя лишние данные ты же должен создавать. Короче. То есть это удобство для больше, ну, для реюзабла вот этого всего. Вот с этой точки зрения, конечно. Так, ладно, мы эту фигню создали, все, меня это устраивает. Теперь нам надо все, что нам надо, это вот здесь вот задать стайл при наведении и уведении. При наведении нормальный он скрыт, при наведении... при наведении, подожди, я балбес. Осуждаю себя. При наведении он-то не должен показываться, а он будет показываться. Подожди, не, я что-то все перепутал. Дай подумать. Вот это нам не надо. Привет. Привет. Не-не-не, подожди. Заблокируй. Вера. Instance editable, expose instance editable. Instance editable, В правильно? Владовку. Сюда мы добавим VBP. Button sale. И у нас hover text color вот есть. Но Gamma Features с отключением части логики, которая не используется в данный момент, разгрузит и памяти чутка процессор. Потому что циклические зависимости могут тянуть из одного класса половину проекта в память.
Бублик из 5, а? Ну, память, да, но ты же тоже должен понимать, что постоянно, когда ты туда-сюда его загружаешь, тебе же надо его потом подключить и отключить, это же не бесплатная история. Так, вот так вот мы делаем. Все куда проще. О. А вот здесь мы всему ставим ему. Какое мнение и? В каком плане? Вот из разряда заменит ли разработчика? Не, ничего никто не заменит. В ближайшие там какие-то там года. Понятно, что там в плюс 100 лет мы не Крайне смотрим. положительное. А вот если, да, смотреть с точки зрения использования, вообще кайфовая тема. Очень сильно помогает. Так. Хорошо, допустим, мы ее здесь оставим, пока сейчас я хочу потестить overtext. Я хочу сделать его... Как же ему больно. А чё он не виснул? У меня капец вентилятор начал шуметь. А тут нормально будет, а там ему плохо, что-то сломали ёпики. Так, допустим, я хочу такой текст. Давай. Ордер в помойку. Добавим VBP. Так. Без него я бы не смог разбираться в тех системах, в которых копаюсь сейчас, так как там в основном бета-версии нет документации. Ты же вот эти вот штуку какую-то ты мне рассказывал по поводу тагов. Вот этот ивенбас таговский, ёпиковский. Там же нет документации. А как, откуда он знает это, если нет документации? Он же просто угадывает, ты же понимаешь? Ой, фу, я не туда. Так, мы улетели в помойку. Почему? Кто должен быть uFunction? Подожди. Я uFunction не поставил. Но осуждаю себя. Это мы осуждаем такие действия. uFunction. Насчет документации. У ёпиков такая документация классная. Я помню, когда вот над тем проектом, который Survival делал, там была... Ну, я затронул тему о том, что чем дальше ты от кого-то, чтобы у него резались кадры анимации. И мы что-то начали ковырять. Мне говорят, так вот же документация есть. Я начинаю читать, там ничего не понятно. И там самое интересное говорят, создайте файл, назовите его вот так, и пропишите туда вот это. Где его создать? Просто написано, создайте файл. А куда? На рабочем столе его создать? Вот где его создать? Создайте файл. Создайте файл, говорит. Проблемы технической литературы. Да. Из исходников скидываешь, и он не угадывает. Если что-то конкретное исходники, нужно, то конечно. .cpp. У Gemini 3.1 про окно контекста 2 MLN токенов. А это где-то война и мир в рамках одного чата, и можно много чего для себя загрузить. И додоки не очень для изучи. Знаешь уже как памятка, да. Понял. Ну, то есть ты, короче, просто закинул все, что там есть, и этот. Я понял. Ну, как поисковик такой удобный, получается, и пояснительная бригада. Все есть. Вот у нас работает то, что я хотел, чтобы он заранее работал. Без исходники они такие, да. Так, все есть, хорошо. Меня это устраивает. Все четко, все четко. Погнали теперь его расставлять здесь.
Он должен быть в горизонтал боксе. И как? Подожди. Не Нетбук ли совсем можно с так. технической литературой использовать, чтобы он обменял? Бук. Не понял. Смотрите, я хочу по центру, допустим, играть кнопа, чтобы была. Кнопа играть. А значит, не совсем все так будет. То есть у нас еще здесь два горизонтал бокса. Два горизонтал бокса здесь затисывается. А может быть даже и 3. Может быть даже и 3. То есть этот строго по центру находится. А вот этот рассосаться. То есть он фил и вот этот фил. Все не заполнились. А вот здесь вот мы сейчас... Ну, давайте создадим кнопку этот play. И вот он. А этот как тогда назвать? Я фиг его знает. Я не знаю, как потом как-нибудь придумаем название. Так, батон. Добавить батон. И текст. Так, текст блок. Текст блок назвать. И батон назвать батон. Хорошо. Норма, вот что-то сделаем. Какой-нибудь. А, ему без разницы. Пусть будет так. Кстати, там не изменил пресс, так что там будет весело. Так, хорошо. Ладно, плевать. По поводу вот этих всех отступов, он тут дурацкие эти штуки делает. Не, верни на место. Вернул, конечно. Уж как имидж, короче.
Хорошо. Жух. Сюда закинули его. VBP. VBP Play сюда засунуть. Хорошо, замечательно. А вот здесь текст надо немножко... Что это? Нет. Что, прикалываюсь, что ли? Прикольно. Молодец. Мета, я тебя обожаю. Хороший софт. Так. 24 сделаем. Да. И вернем. А, я здесь все поставил. Так, все есть контакт. У нас play есть, все есть. Единственное, что отступ сверху. Надо дать вот этому. Position. Все, хорошо, меня устраивает вполне. Settings у нас все имеется. Вот play, нажимаем. Play, все здорово. Так, первое это выбор персонажа. Да? Да. Вообще нам бы подвязаться вначале. Или на play сделаем, чтобы он запускал карту какую-то. Это сразу выбор карт делать. Это выбор карт делать, да? Just. Да. Play не запускать именно сразу должен. Он тоже будет открывать список карт, которые мы хотим запустить. Списочек. Потому что может быть там еще всякие приколы будут в дальнейшем. В дальнейшем еще какие-нибудь приколы из разряда... Из какого разряда? Ну, там забафать как-то карт, там задебафать ее. Ну, это прям супер на потом история, но сам факт того, что могут быть. Кстати, ты газ использовать тут будешь? Где? В главном меню? Или где? Каким образом мне здесь гес использовать? Вы что? В игре. Не, здрасте, у нас не используется? Ты что, только пришел? Так уже используется. Здрасте, атрибут сеты всякие тут нет? Где тут? А я их уже закрыл. Ну, вот они. Всякие геймплей, абилити, там, атрибут сеты, это все, ну, шутка для тебя. Или в каком плане использовать GES? Так. Это ж не новый проект, это ж тот же проект, вот этот, вот он красавчик. Вот бегают, вот всякие прыжки уже через GES все используется. Опа. Ай, фу, это просто брейкпоинт. Я думал, это ошибку мы словили. Фу, не пугайте меня так больше. Это ж все даются бонусы всякие тут. Ты уже насчет input компонент переопределил, чтобы вместе с инпутом тег передавать, чтобы обилки запускались по тегам. Enhanced Input Component. Enhanced Component. Нет, я не переопределял его. Обилки запускались. У меня обилки запускаются... Ну, каким образом? Ты мне сейчас что-то накинул. Сейчас вместо меню буду вот этим накинутым заниматься. У меня здесь как все работает? Он вызывает метод в персонаже, а персонаж будет смотреть, брать из своего хранилища. Потому что обилки, не факт, что они будут там находиться. То есть игрок сам устанавливает, в какой слот какая обилка. И, соответственно, вот в этом главном меню.
И ты когда, ну, он с Game Instance будет тянуть его, на Begin Play назначать в хранилище и тянуть оттуда их. То есть он запускает метод, идет в это хранилище и здесь вот его запускает. И у меня тут есть скилл. Я прописывал этот метод. Сейчас дам больно. Вот он, use skill. Use skill. Характера. А, я у мастера там смотрел, вот. И вот тут он будет идти по вот этому индексу в тот массив. И запускать там ability, который находится в том массиве. Ну, массива еще нет, но логика такая. А зачем мне переопределять вместе с инпутом тег передавать? Там по GES он переопределяет его и на input вешает добавление тега, и это работает как делегат. Мол, типа, тег добавлен, используя билку. Как же у них все на тагах, я просто... Так, ладно, вернемся к главному меню. Это потом мы, если так надо или так лучше, это мы потом. Сейчас я главным меню занимаюсь. Так. Есть. Единственное, что я хочу еще сделать. Так, окей. Play. Play мы нажимаем. У нас тут выбор карт, которые нам доступны. Давайте с этим вначале сделаем, то есть, чтобы у нас запуск был какой-то. То есть мы могли нажать play, выбор у нас был карт, и мы заходим туда. Сам уровень мы запускаем через level. Там все просто, мы передали level в софте. Мы его загрузили и... Еще мы open level делаем. У нас open level как работает? Level by object reference. Он софт принимает. Там, в общем, можно Да, переопределить свою функцию Bindability Htone, которая будет использовать датасет, который содержит кастомную структуру, которая содержит input Htone и текст, и ты, сделав так, можешь добавлять сколько угодно новых инпутов, которые запускать обилки с GAS, и не нужно будет для каждой лезть в код и писать жесткую функцию, привязанную к ней. Это я так на будущее. Очень удобно. Еще раз, там, в общем, можно переопределить свою функцию Bindability Action, которая будет использовать Data Asset, который содержит кастомную структуру, которая содержит Input Action. И таги. Сделав так, можно добавлять сколько угодно новых инпутов, которые будут запускать обилки с GAS. Для каждой лезть в код и писать жесткую функцию привязанности. Подожди. У тебя, в смысле, новый input. Тебе все равно input создавать. Тебе все равно input создавать. Все равно его надо регистрировать. Правильно? Ну, как минимум, тебе его надо вот здесь создать. Ну, как? Ну, input. Тебе надо input создать его все равно. По поводу новой обилки. Код жесткой функции. Ты вот на привязках у тебя вообще прям... тебе прям этот... как гиперфиксация, или как это называется, прям на этом. Сейчас здесь вот писать жесткую функцию привязки к ней. Не, у меня Одну не... привязку делаешь этой шаблонной функции, потом хоть 100 штук делаешь в датасе, и не нужно лезть в код. Не, так у меня же та же самая история. У меня же то же самое используется, смотри. Еще раз показываю, объясняю. У меня, вот, я взял, создал в контроллере вот эту вот фигню, 6. У меня 6 слотов для использования активных обилок. Игрок берет и сам выставляет их в виджете, там, в главном меню. То есть я хочу, чтобы на единичку там у меня там торнадо запускалась, на двоечку там Blizzard пускался, на троечку там Fireball какой-то, на четверточку щит там дал, ну ты понял. Расставляет это все. Мы это запоминаем в массиве. Начинается игра, мы этот массив персонажа засовываем.
И когда у нас игрок клацает единичку, мы передаем вот этот вот индекс. Все, он полетел. Ну, там нулевку, скорее, надо будет передавать. Тут ошибочка. Тут ошибочка, кстати. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Он передает... Что я сейчас нажал? Не надо ничего такого делать. Он передает вот этот индекс. Он идет в хранилище и запускает... А в хранилище хранятся уже абилити, которые мы туда передали. То есть вот эти вот там классы хранятся, которые... ну, я пока еще не знаю, как там будут классы, не классы. Он сразу их создаст. Дело в том, что он сразу их создаст, и там будут храниться не классы, а это хендлы. Хендлы, он же хендлы там сохраняет. И он просто Вот по ним если запускает. нужно будет добавить еще 4, тебе нужно в коде добавить, а с тем подходом все 6100 будут привязываться из дата-ассета и запускаться по тегу. Но input это тебе все равно надо добавить. Но, допустим, в моем случае мне все равно нужно иконку добавлять для пользователя. Допустим, станет не 6, а 10. Мы хотим, чтобы до 10, до 10 было их. Что мне в моем случае надо делать? В моем случае это нужно один раз будет... один шаблонный. Смотри. Вот давай не в этом, а вот на моем случае. Вот сейчас вот на деле. Вот в моем примере. В моем подходе, так сказать. Что мне надо сделать? Мне нужно вот это вот сделать вот так вот. То есть раздублировать это все. И добавить сюда там 6, 7, 8, 9. Потом пойти в виджет. И создать... Ну, понятно, что еще input акшены нужно будет тоже создавать. Пойти в виджет и создать там вот эти вот кубики, в которые он будет вставлять. Все. Мне не надо новые ability. Ну, новые ability, если они уже существуют, ты их можешь вставить. Они как бы там уже ветки вот в этой талантов существуют. Он их просто перетаскивает в виджет и все. Все, что мне нужно будет сделать, это вот раздублировать вот тут вот, вот эту вот штуку. И вот здесь вот их поставить, ну, и там подключить, все. Но инпуты это тебе все равно надо создавать. То есть инпуты ты будешь создавать там. Разница в том, что тебе не нужно будет вот здесь вот создать Ctrl-D понажимать. И вот здесь Ctrl-D не надо будет понажимать. Если я все правильно понял, как у тебя там это все работает. Вот здесь Ctrl-D не надо будет нажать несколько раз. И вот здесь не надо будет Ctrl-D нажать несколько раз. Вот, а с тем, что я говорю, все твои 6 будут в коде как одна строка и одна ссылка на датасет. Но это в твоем коде они будут. Там-то они не будут так. Дальше, если глубже посмотреть, он-то их создает. И неважно 6, 100, 1. Ну, это интересно, короче. Интересно, я понял. Но не то, чтобы для меня это проблема. Я тебе в DS скину, потом посмотришь. Оки-доки, все принимается. Но это интересная штука. Но не то, что ты понимаешь, что мне она не особо нужна, потому что, как сказать, я не планирую 100 их делать. Ну, тут и 6 их много. 1, 2, 3, 4, 5, 6 клацать. А вот если в других каких-то, да, это да. Хотя там все через этот юзается так-то. Через эти геймплей эффекты. В принципе, их-то побольше будет, чем 6. Ну, в общем, да, короче, в DS все, понял, принял. Посмотрим потом. Ну, вот перейдем, когда к этому, вот, тогда и будем этим заниматься. Так, у нас здесь он софт принимает. Он у нас софт принимает. Так это надо таги создавать. Тебе же так придется создавать в любом случае. Я правильно понимаю? То есть там, допустим, таг input там skill 1, таг input skill 2, таг input skill 3. Вот эту штуку ж тебе все равно надо будет создавать. Чтобы он понимал, ну, что ты вообще используешь. В газ-обилке запускается по тегам. Не, это я знаю. Я о том, что тебе так-то вот эти вот пачку тагов создать надо будет.
Так, open level. Мы сделаем вот это, то есть наш виджет. Гамми плачу и работают по тегам, поэтому да, они нужны. Open level. World Soft Object Reference. Я же надеюсь, ты мне не на документацию скинешь ссылку, потому что, ну... Не, ну это тоже полезная инфа, я потом ПТ просто спрошу. А куда еще ты мне можешь скинуть инфу об этом? Ну ладно, в общем, смотрим. Я думаю, как у нас будет эта карточка состоять из чего. Ну, там картинка, описание по классике. И в ней должно будет храниться еще одна вещь. Я скину часть кода, который ты сможешь скормить и попросить объяснить, что и как там происходит. Окей. Понял, принял. Object reference. Object reference. Я думаю над тем, можем ли мы переиспользовать наши карточки, которые у нас уже виджет существует. Или лучше не делать так. Может, все-таки у них разные эти, и он должен как кнопочка нажиматься. Наверное, лучше новый создать. V-level choose, типа такого как-то. И в нем будет. Потому что дальше еще всякие приколы, может быть, в нем добавятся. И потом как-то морочиться из того, что ему надо, не надо. Наверное, лучше новый просто создадим. Но он там будет по большей части повторяться, потому что у него тоже будет names в шапке идти, потом картинка его, описание какое-нибудь, данные всякие разные, там, левелы, там, мобов, там, кто там появляется, там, скелеты, не скелеты, допустим, на нем спавнится. И боссы, еще прочее. Ну вот, да. Ну да. Ну да, погнали с этого. Или на перерыв пойдем. Мы уже сидим тут. Или не пойдем на перерыв? Или пойдем? Ну давайте класс создадим. Класс. User widget. Ну, GPT, давай. Так, сейчас спрошу ГПТ, как назвать эту шляпу. Entry. Level entry, level card. Так, level entry. Почему entry стандарт для элементов списка выбора не перегружено, подходит для списка уровней? Значит, его использую. Виджет level entry. Level entry, хорошо. Классики name. Который name будет как текст. А он должен будет откуда-то его тянуть. Или мы просто сами ручками все заполнять будем. Прям в самом. Ну, пока это не то чтобы проблема. Же уровней там будет 1-2.
А вот если они разрастаются до 10 каких-нибудь или больше, вот это же становится проблемой. И особенно если мы там дальше, ну, дальше переделать придется. Поэтому лучше он в дата ассете будет. То есть у нас просто список дата ассетов, и он сам все создает. Правильно? То есть у нас D-level entry создать. И его заполняем. Туда как раз засовываем уровень, имя, название. И самое интересное, что мы еще туда всякие штучки сможем засунуть. Дополнительные. Допустим, тот же самый уровень, только с другими параметрами. Допустим, больше. Ну, там, level. Хотя level лучше указывает, там, как раз таки пипку какую-то добавить, которая будет level менять. Слайдер или там перекладывать как-то. Да, лучше так. Когда датаст блин, а как? Датаст стоит, да, стоит. Датаст еще надо будет создать. Датаст создать. Сейчас создадим датаст, на перерыв пойдем на минут 5-10. Чай, кофе сделать. Так, а можно тебе немножко на больших? Давай. О. Primary data asset. И как там level and что ж такое? О. Так, ух, там в Дискорде уже накидано. Так, ладно, погнали на перерыв. Давайте 5-10, максимум 15 минут продолжим. Окей. Так, продолжаем. Продолжать. Я ничего тут не закрывал. Надо закрыть. Перезагрузить. Загрузить и так далее. Так. Reload. Так, data asset есть. Что у нас? У нас следующее. Это что тут должно быть? Name, картинка. Я так понимаю, все это в софте. Ну, картинка это понятно, в софте она там самая грузит. Name в софте. Name будет как текст, чтобы его не преобразовывать, и он попал в этот локализацию. Он же там по-особенному. Категория.
Рим, погнали. Level name. Level description. И я так понимаю, еще один это будет tsoft pointer Sturia UF. U текстуре 2D, причем здесь F. Текстуре 2D. Level image. Сделаем. Хорошо, есть такая история. Level image. Level image. Level image. Что еще надо? Ну, для начала ничего больше не надо. Где level entry? Мы сюда его запишем. Виджет. В качестве... Не, подожди. Ну, это в качестве этого. Public. Здесь void init level widget level entry. Level entry. Я вспомнил, что ему надо. Entry, хорошо. Я не помню. Подожди, у него ж нет open. Open level. Можешь найти мне его, пожалуйста? You gameplay statics. И ты принимаешь в себя all context object. В случае this. Level name. Level by soft object pointer. Вот это вот нам надо. Gameplay statics. Вызывается. Но это тот будет вызывать. Но это не важно. Open level by soft object pointer. Пока open level. Тут дело в том, что так как мы делаем серверную часть, он же не совсем это должен делать. То есть он должен начать поиск какой-то. Если мы поиск, конечно, хотим. Или мы поиск сделаем отдельно. То есть какой-нибудь плюсик. Ну, вначале приглашаем, а потом запускаем. То есть не так, что мы клацаем, потом... Короче, мы вначале ищем команду, а потом мы запускаемся. Это вот так. uWorld, вот он. Вот этот мне нужен uWorld. Level World, нормально. Хорошо. Закрыть. Сделать чуть побольше. Значит, это... Что тут большие названия иногда, но... Некрасиво. Уменьшить бы вот эти отступы.
Но я не понял, как это делать. Так. Ру-пу-пу-пу-пу. Ру-пу-пу-ру-пу. Midget level entry. Момент создания, правильно? У него должен быть клик и все прочее. Там всякие виджеты. Виджеты. Ну, то виджеты, это понятно, как там тексты. 2 текста, как минимум, должно быть. И магии вот этот. И он как сам батон должен идти, на который мы могли бы кликнуть. То есть у нас идет куча uProperty. uProperty, а также нам надо сохранить вот этого покемона. Давайте вначале сохраним этого покемона. uProperty. T-Object. Pointer. Где level entry есть. Давайте проверим. If не D level entry. Я хочу видеть инсюря. Это что-то проблема на самом деле. Текст. Все, мы его записали. Так, теперь создаем покемонов. Всякие там эти виджеты, uProperty, мета, bind widget. Блок. TB name. О, какой вырос страшно. Восклицательный знак волчара. Ты чё, в натуре? В чем надо? Ю и магия. А так можно просто без тебе. Так вот сделайте все. Так, хорошо. Так, добавили. Сюда подключать все это теперь надо. Текст, блок. Батон еще нам понадобится. Я про него забыл. Батон.
Вот он. Окей-доки. Есть контакт. Мы его добавили. И... Что? Мы должны подвязаться на него. Я думаю, наверное, мы это сделаем на Virtual Void Begin. Один зритель и 29 голосов в вопросе. Это ли не накрутка? Да. Что, 29 уже прыгал? Нифига себе. Все разбежались, перерыв был. Хорош. Ну что, заканчиваем тогда опрос? Или как? Получается, Дракл. Давай, все от тебя зависит. Так, begin play, right. 3 мажора. Давай, все, завершить опрос. Что, посмотрим. Че? Итак, результат. Значит, закупились второй видеокартой 5090 для DLSS 5. Вопрос такой был. 90% ответили нет. 10% ответили да. Один из них я, который случайно нажал. 29 проголосовавших. Вот так вот. То есть получается... Получается вот так, да. Почти 3 человека. А как так получилось, что 10%? Я буду нам переходить этим летов. Нафиг Хуанга, за SteamOS будущее. Ну, видишь... Я то хотел просто закрыть, а пришлось под дождем бежать за RTX 5090. Так, какой нафиг begin play native native construct. Это просто закрытие. Насчет этого SteamOS, блин, вот они что-то... Ну, я понимаю, почему они тянут, чтобы босс. Дорого сейчас вот эти оперативки и прочее. Но, блин, они тогда тянут, что беда будет. Супер. Native Construct. Кстати, а почему они на ПК не выйдут? Ну, если у них архитектура ПК по факту вот в Steam машине вот этой, то почему они на ПК не выйдут, условно, Steam взять, скачать и установить себе, накатить систему? Чисто подыграть тупо, вот взять и запускается. Все, что в Steam запускается спокойно, и жизнь прекрасна. Вопрос, однако. ЮВ. SteamOS еще не доработали под ПК. Valve специалисты тянут резину. Ну, а куда им спешить? У них все хорошо. Ой. Так, есть контакт. Гейб не хочет завершить это дело до переселения на кладбище. Это вопрос, конечно, очень интересный. Но, блин, ты понимаешь, там очень легко обделаться. Очень легко. И вопрос, будут ли
Будут ли переходить? Ну, допустим, запускается все только то, что на Стиме. Скорее всего, не Всего будут лишним переходить. весом ему не так долго осталось. Да ладно, он же похудел. Плюс Аземпик в помощь, так сказать. Он там нормально все будет с ним. А как его... Что я говорил? И ответственности очень много, понимаешь? Если какая-то проблема будет у людей, что-то сильно много претензий, а они же не продают его. Они, скорее всего, не будут ОС какой-то продавать. То есть, как бы бесплатно делать чисто под то, что, ну, это твоя экосистема. Тебе это, скорее всего, в экосистему особо ничего не принесет такого. ОС. Чисто плюс реп только. Только плюс реп. Так. Габин просто не ищет перспективных разрядов, хотя с его ресурсами он может Пентагон купить. Да, в смысле не ищет? Там же вроде даже текучки нет. Там все сидят на проценте. Слушай, а мне кажется, знаешь, в чем прикол? По поводу... Они могут продавать консоли в ноль, им главное Steam деньги приносит. Да, но тут прикол, понимаешь, в том, что на эту консоль SteamOS они могут накатить все, что угодно. То есть не факт, что пользователи, купившие вот эту вот дешевую консоль, останется в твоей экосистеме. В этом проблема есть. Там разрабов в десятки разрабов меньше, чем у Ubisoft. Нет, это да, то, что меньше, но они на проценте сидят. Все, то есть там у разрабов хорошо. Я что хотел сказать, вот, мне кажется, Steam это какая-то вот, как контора, знаете, вот у всех контор есть какой-то этот, блин, мы не зарабатываем все деньги мира, давайте всех там сокращать, давайте что-нибудь придумывать, какие-то новые там системы вводить, таргетинг, маркетинг, вот эта вот вся шляпа начинается у компаний. А Steam вот вышли на какой-то уровень, да, вот миллионы миллионов, и они такие, все, норм, мы не хотим, миллиарды миллиардов нам не надо, нам в кайф. Вот все в кайф, и делаем дальше. И делаем дальше потихоньку, ничего там нам не надо. У них нет инвесторов, перед которыми отчитываться надо. Она ж не публичная компания, Valve. И у них все хорошо. Чё по кайфу, то и делают. Вот как-то так. Так, значит, мы это записали, потом if level name, давайте по очереди. Level name. Set text, day level. Вот бы к ним джунам попасть, хоть что-нибудь делать. Там код и постить код или просто кофе приносить. Это да. Это было бы хорошо. Это было бы великолепно. Но. Встаем. А у них же source на плюсах, да, написан? Движок этот. Они же на плюсах работают. По-человечески все. Или на расте какого-нибудь. Сейчас вообще обалдею. А то сейчас какой-то хай, не знаю, это то ли мне начинают попадаться. Привет, а что пишешь сейчас? Да. Привет. Это локально или глобально? Ну, в общем, игру, если локально, то выбор уровня. Виджет для выбора уровня. Так вот, по поводу раста, что-то попадается, что все переходят на раст. Вот сейчас и винда там будет на раст, и все будет на раст, и движки сейчас будем писать на раст, и там и пентагоны, и шментагоны, и, короче, все летят на раст. Вообще самый лучший, самый классный. Все туда. Вот.
А что я об этом рассказывал? У вас такого нет? Что, по расту ничего не слышали? Или это мне просто попадается? Set brush. Brush from soft material. Ой, такой был СГ. С питоном. С Java можно продолжать до бесконечности. Чё-то мне кажется, что массовый переход на Rust в большей степени связан со снижением средней квалифицированности современных программистов. Вот это интересное мнение. Может быть. Может быть, потому что все жалуются на то, что тяжело за памятью следить. А Rust как раз-таки у тебя на стадии компиляции следит за памятью. То есть Раньше внимательность только нужна. избранные могли кодить, а сейчас не только лишь все. Ну да. Ну, видишь, в чем прикол? Не только квалификация квалификацией, но это невнимательность банальная может быть. Ну, ты можешь быть уставший или еще что-то, ты не уследил. Оно вроде работает, а в каком-то случае оно где-то что-то чистит, и у тебя потом к nullpointer там обращается, допустим, да, там где-то с потоками связано или еще чем-то. И ты за этим просто, тебя отвлекли или еще что-нибудь там какой-нибудь, да, сидит там сборный образ бородатого программиста, который 40 лет уже кодит, да, на плюсах. Его отвлекли или еще что-то, и вот он, короче, что-то не то сделал. Избранные до сих пор кодят, остальные говно кодят. Да. И как бы такая проблема. А там не будет такой проблемы. Еще вот об этом. Но. Ну, вроде от Раста прикол же в том, что он такой же быстрый, как и плюсы. Вроде. Но нет прикола с памятью, то есть проблем. И у него нет сборщика мусора, то есть который у тебя, непонятно, когда он вызовется. То есть хочу вызовусь, хочу не вызовусь. Почему и плюсы для высокопроизводительных идут? Потому что ты контролируешь, когда у тебя память будет очищаться, а когда она всрется. А сборщики, конечно, когда он вызовется, фиг пойми. Тебе надо сейчас максимум ресурсов, а у тебя сборщик мусора, дай-ка я почищу все. И привет. Я все правильно вообще сказал, сейчас мог что-то там напутать. Так, Давно пишу на Rust. Переходить без причин не вижу необходимости. 1. Для новых проектов рекомендую рассматривать Rust. 2. LLM на Rust лучше делает и меньше токенов тратит, чем на плюсах. Раз. А что именно пишет? Что там? Ну, в какой сфере имеется в виду? Без причин ниже необходимости. Теперь для новых проектов рекомендую рассмотреть Rust. Почему? Почему для новых проектов рекомендуется рассмотреть Rust? Что делает тут что? Ну понятно. Короче, все под аишку, чтобы токенами закидывать его. Я понял. Ну, значит, отлегло. Значит, в плюсах аишка все же не только, по моему мнению, плохо разбирается. Это хорошо. Значит, плюсовиков не заменит. Так. Только начали разговаривать за раз человека, заспавнили. На расте. Нормально. Так, brush from soft material. Хорошо, мы назначили. Rust это игра такая. Ну, почти. Мы почти о ней, почти, да. Так. А есть еще движки какие-то на Rust? Может, пойдем на это Rust все-таки? Ну, его эти плюсы. Давай обходить будем. Так. Level image, level description, level name мы назначили. Все, он их заполнит. Button use. О, стример будет предателем родины. Да. Unreal'овской, так сказать. Ты сейчас доиграешься, я вообще Unity открою. Будем в Unity сидеть. Не зря Rust рифмуется с другим плохим словом. Гамидев на Rust сырой.
Ждем, пока эпики перепишут. Так М. Unreal с Unity уже дружат. Да не, дружат, это не дружба немножко такая. Геймдев на Rust сырой. Так вообще ничего нет, насколько я понимаю, на Rust. Так, а что ты, что, ну, в какой сфере у тебя Rust? Вот, ты пишешь на Rust. Что там делать? Что там можно вообще делать? Я понимаю, что там все можно делать, но вот как геймдев, допустим, там ничего нет. Дендеракл, привет. Так. Set brush from soft material. Я сбился, что я делал. Button use нам надо отправить будет на самом деле... Что нам надо будет? Мы же не виджет, правильно будем запускать его? Это некрасиво. А как иначе? А в контроллер лучше сделать это. Пу-пу. Кстати, че делаете? Вижу какой-то вход в уровень. Да, вход Карпибалка, в уровень. привет. Но кто ты? А ты догадайся, кто это. Ежен я. Блин, взял все ну этот, ну куда ты не подраконил его даже чуть-чуть. Шаман. Да. Команда. Около. Ержин, просыпайся, работать пора. Ох, шутейки. Блин. Ну, по классике. По классике подключим просто контроллер и не выпендриваемся. И он просто дернет метод. И даст туда и все. Ну а зачем мудрить это сейчас? У меня каникулы, я не работаю. Каникулы это хорошо. Каникулы это здорово. Я все не могу дождаться ответа от человека от Квизл. Что по поводу Раста? Что там вообще происходит? Интересно. Кто пишет, что там есть, что нету. Button use. Ну ладно, давайте просто к контроллеру мы шлепнем, да и все. Я не хочу особо морочиться, здесь смысла нет. Не, конечно, можно... Это очень супер какая-то... Ну, вообще, ну, это не по-хорошему, это по-плохому, но, в принципе, мы можем здесь запустить его. То есть открыть уровень в виджете. Это не очень, конечно, это прям беда. И беда будет сетевая история, потому что будет создать эту штуку. Уровень в виджете это PZDC, как по мне. Да, это полный. Ну, на отвали ты можешь, ты можешь все делать на отвали. Поэтому я и хочу в контроллере это сделать. Давай вот здесь откроешь. Использую Rust для системных серверных сервисов Linux, обработка сетевых пакетов, разрабатывал плагины к торговым биржам, высоконагруженный бэкэнд. Пару раз делал мелочи на WebAssembly. Ого. А потом это на отвали чинить будет втройне весело. Чинить это всегда весело. А что попробовал по поводу производительности Rust? Он сильно уступает плюсам или такой же? Так. Мгм.
сразу софт передадим. Я слыхал, что близко к плюсам, но могу ошибаться. Лучше послушаем мнение Вот, эксперта. я тоже слыхал, что он близок, но тут как бы человек, который пишет, нам сейчас пояснительная бригада все расскажет. Может, сразу передадим вот эту вот часть? Нифига ты уже код писать научился. Вон даже прагмы новые выучил. Да. Прагма новые? Какие прагма? Че, прагма регион? Молодец. Так. Ты с какого? Ты с FPS не заходил ко мне, да? На стрима. Где-то середина FPS. Мы передали. Так, вот тут начинается open level, но level by 7 soft. месяцев не заходил. Как раз ты FPS закончил, тогда и начал делать Tower Defense. О, Ставер Дефенса, подожди, это ты что упустил? Это ты ЕДшку упустил, этот упустил, Survival упустил. Нифига себе, ну это давненько уже было дело, да. Подожди, дай-ка я еще разок open level. Level. Так, сделаем. You gameplay statics и не open level, а вот этот. А gameplay statics у нас где? Кто это вообще такой? Кто это такой? Кисмет, правильно. Погнали, короче, будем писать сейчас всем чатом, соберемся. Это черта в Кисмете. Да. Соберемся сейчас всем чатом, пойдем в Я раз. небольшую фичу узнал. В райдере можно написать full класса, структуры функции и так далее. При нажатии на него он тебя перенесет к объявлению этой штуки. И вписаешь, такая же фигня, нет? Так вот, пойдем в Rust, ну не в игру Rust, а на язык Rust выучим, его будем свой движок писать игровой. Мы тут все на опыте уже. Ты смотри, какой гендиракл злостный. Тебя в райдер манит. Он... Производительность крестов можно достичь. Все упирается в затраты на оптимизацию под конкретное железо, инструкции, процы и т.д., как и с любым инструментом. Можно достичь. То есть не везде. Ну, все-таки чуть-чуть, но уступает, да. Нет, плюсы топ. Таким образом, я оборачиваю все методы одного класса в ЦПП в один регион и сверху пишут собаку с названием класса. Окей, ну, для удобства все дела. Так. Зыс, что он еще И хочет? теперь я переношу себя к нужному классу, не открывая регион. Ахахахаха, их злодейский смех. Все. Шпион JetBrains. Да. Вот этот open level, скорее всего, нам надо, чтобы он на S был. Функтион все же, он же как сервак должен быть. Сервер релиабля. Вот это вот вся история. Ну, это пока так, а потом мы его... Короче, пока так. Оно не совсем так, но Сколько потом... времени прошло, один Диракл не меняется. Всё. Я думаю, в Визулаке такие тоже есть. Да есть. Все есть.
Раздупляйся. Так, что-то я не то, да, сделал. Имплементатион. Что мне нравится? Серый релиабля. Void SLR. А что за проект? А то я не помню такой аббревиатуры. Но это новый проект. Так, он раздуплился или что происходит? Имплементатион. А что не так? Что не то сделал? И как по ссылке. Че он? Const? Что? Main menu player C declaration. Он же не знает. Он World не знает. Что такое World не знает, что ли? Main menu player controller public. Подожди, здесь я его не использую. Здесь его и нету. Сейчас ГПТ закинем. Не хочу думать. Думать это для сильных. Мы не сильные. Open, подожди, а где я написал open level? Вот он, open level. Еще раз F7. Вот это непонятно, что он тут хочет. Он здесь, скорее всего, ему здесь не нравится, то, что контроллер передал. Но с этим пусть играется ГПФ. Ща. Ну, S1 level, но ему вот это не нравится. А почему? Потому что, скорее всего, я неправильно ее написал. Имплементатион. Все правильно. Давай скопируем. Конст, он по ссылке все-таки хочет его. А чё так? Конст по ссылке, а почему именно так? Вот это порнография, это тут не надо. А почему должно быть именно так? Плохо, ладно. Ну, ГПТ плохо, что он не по теме дальше пошел. Хорошо, создали, молодцы. Open level есть, теперь мы идем сюда. Надо подключить его. Контроллер. Контроллер. Get player get owning player.
И что мы делаем? Что мы делаем? Мы из него вызываем просто метод. Роллер, контроллер. Open level. S open level. S open. Восклицательный знак игра. Молодец. Она еще не заполнена. Я не знаю. Можно в Vampire Survival Диаблоид про бесконечные формы совершенствования персонажа сделать так, но что-то как-то надо что-то пооригинальнее, а то это уже было. Так, все, заретернем его. Папа-папа. Есть такая история. Еще по поводу Раста, И что, что хотел было? сказать. Мне кажется, алды не будут ее прописывать. Алды-то не буду, да? Из-за алдов осталось тут. Как его... По поводу Раста еще что слышал, что там комьюнити позитивное, дружелюбное, в отличие от плюсов. Когда ты в плюсах что-то неправильно сделаешь, тебя кроют и говорят, что ты дурачок. Это мягко говорят, да, так. А в Расте тебе помогают там... там анимешники Фури, вот, точно. Потому что там все такие дружелюбные, и там все анимешники и Фури, вот. Вот еще бы вот это узнать, правда, нет? По поводу дружелюбности. По поводу анимешников и Фури, ладно, пусть будет сюрпризом, если вдруг когда-нибудь захочется ростовиком стать. Так. Нам туда не надо, все такие не заднеприводные. Почему именно такие? Что ты так сразу... Ярлыки такие вешаешь. Так, это сделали, все, он левел откроет. Нам надо только заполнить его. Правильно? А кнопка играть у кого? У лодаута, правильно? Ну да. Блин, что-то как-то, когда так делаешь, сбивается Стереотипы, замер. а Фури не все. В основном зло. Ладно, не будет продолжать, а то еще банан стримеру за такое прилетит. Молодец. Да, осуждаем на всякий случай. Но ты молодец. Тут на человека профессионального услышишь они твои вот эти вот шутки. Я тоже могу пошутить. UV. В крестах алды. Алды все токсины, включая меня. Сейчас со смузи поколением нужно аккуратно. Даже говнокод нельзя говнокодом называть. Обидится. То есть раз это как более такое, ну, это понятно, что более новое по сравнению с пацанами, но более новая такая. А там алды.
Это ж какие там 80-е, 90-е, это ж прям уф. Это сколько? Просто это 50 лет, какие, прикинь? Какие 50 лет считать не умею. Подожди, 40 лет. Представляешь, что человек 40 лет на плюсах? 6. Так, UV, чё? Что мы делали с level Фудкортный entry? там все. КЗ. В плюсах я злых не видал. Анстек Оверфлоу вроде норм все. Да, в плюсах ты не видал. Ты каждый, кто тут не зайдет в Unreal шарит, мне рассказывает, что я неправильно делаю. 72 Аншли. Не? Я не помню, 80-е, 70-е. Но я думаю, сейчас людей не осталось, которые с 70-х ходят. Когда это было так давно. Они еще живые еще, что ли? Это прекращай. Таких нет. Тогда Плюс 50. вроде в 76 вышел. Не помню. Ну тогда все четко, 50 лет. Представляешь, с первых этих 50 лет в плюсах. Представляешь, когда там зверь, а ты там какую-нибудь память не очистил, ого, тебя сожрут там. Или передал не по ссылке, а копию. Так. Я вернулся. О, это хорошо, это хорошо. Я сбился, ты вернулся, а я сбился. Так, мы вот тут делали, правильно? Это вот у него все level entry. Ну-ка, иди сюда. Пришлось быстро делать ноги от проблем. Но сейчас пока все спокойно. Это хорошо. Проблемы, от которых ноги делать, это прям это что-то опасное там у тебя. Осуждаю, это не та кнопка. Мне нужен V-баттон. Мне вот этот покемон нужен. Я же кнопки еще делаю, а вот та штука Ты это в пиши, этих. А то я вспоминаю орущего мужика, который кричал: «Люди, я ветер, я вернулся, вам всем пи». Да, на всякий случай. Да, тут проблема не совсем у меня, но меня эти проблемы могут тоже затронуть физически. Поэтому нужно физически делать ноги мне сейчас периодически. Бу! Это как? Это же, это чё? Стример в шоке. Конечно, в шоке. Это звучит как-то опасно. Мягко говоря. Так, это значит как? Не хочу на стриме рассказывать подробно. Окей. Я ж, ну, я не вытягиваю тут же как. Я спросил, ты сказал, не это. А что уже такое случилось, если физически может быть каюк? Да, он его Пентагон, ФБР, ЦРУ Для меня ищет. да, И... опасно. Буквально вопрос жизни. А все, услыхал. Это, его там ЦРУ ищут, ФБР и все прочие. Все три символа. Ми-6, там, какие-нибудь ЦРУ. Интерпол. Да, и Интерпол, и Ну ты все. близок. Все подряд, все занимаются поисками. И как бы тут без вариантов, поэтому... Тут как бы... Спортивный. Но не переживай, никаких законов не нарушал. Но все равно все ищут. Ну, дальше... Характер... Вот чуз или пик? Ну и ищут не меня. Просто меня может затронуть. Будут стрелять по мне, попадет по вам. Это из вот этой оперы, да? По-моему, из бригады, да? Мне кажется, тогда. Ладно, просто характер. Баттон характер. Потом там скилл какой-нибудь. Баттон скилл. Skills.
Ну, там дальше button inventory и прочее. Чё Но прибалка, ну точка, тут невозможно не париться. Если бы ты только понимал ситуацию. ну, ты закидываешь это, чтобы интереснее стало, да? Вот. Button, что там? Я говорил, inventory. Надо пофигистом быть. Но отчасти да, но это может потом привести к последствиям. Так, давайте button play пока оставим. Да что ж такое? И button play мы должны будем подвязать к методам. Ну, может быть, через пару лет расскажу, что было. Если вы мне напомните, эти стримы еще будут проводиться. Ой, я надеюсь. Блин, это знаешь как? Это с одной стороны, я надеюсь, что будут проводиться, с другой стороны, я надеюсь, что они не будут проводиться. Со стороны того, что, надеюсь, будут проводиться, ну, что ничего плохого не случится в этом плане, надеюсь, что будут проводиться. 2 года стримы уже идут. А надеюсь, что И не если я будут. останусь в живых. А из того, что не будут проводиться, надеюсь, что все-таки, ну, как, все-таки работа какая-то появится, и я буду занят ею. А Ну, не... сообщество в Дискорде еще останется же. Ну, сообщество, да, останется. Стану из живых. Слушай, у тебя там экшен какой-то происходит страшный. Ну, ты крепись-ка, ты там это... Void... Void что? Но сообщество не особо живое. Ну так а чё, я-то не могу его пинать постоянно. Я раз в 2 недели... Крепись-ка. Крепись-ка, да. Я раз в 2 недели что, сообщаю о том, что Жопа моя ассеты крепкая. новые. Прорвусь, и не такое переживал. Крем-писька. О чем я говорил? Кремписька ты, блин, сбил меня. Я забыл. То, что я раз в 2 недели скидываю, выходят новые ассеты, а еще я больше не знаю еще, я скинул эти новости. Скинул видосы там по поводу аишки как раз. Несколько видосов скидывал по программированию там. Отвечаю, когда меня спрашивают что-то. Я не крем-писька. Сам такой. Сам такой. В общем, вот если бы задавали там вопрос какой-то экшен, ну, я бы участвовал. А так экшен разводить. И это... Поддержать экшен я могу, а вот разводить экшен, чтобы меня никто не поддержал, это что-то как-то не очень. Button play use. Use мы вот так сделаем. И у нас будет таких методов, ну, на каждый по факту. По факту, да. Я тут, может быть, перейду пока на настольные игры. Появился теоретический спонсор. Просто сейчас нужны деньги, и прям вчера, очень много и срочно. И если вы подумали, что проблемы с коллектором пока нет, и это меньше из проблем будет. Это еще рассказать, но не больше. Ну, короче, ты просто подкинул в огонь, да? Чисто так, чуть-чуть его... Нихуху весело, но ничего не ясно. Да, ничего не понял, но очень интересно. Ну, он в топку подбрасывает, в общем. Занял денег у чеченцев. Так. Да-да, чисто частичку экшону дал. Частичку. Но если что, я не шучу про проблемы. Да, я понял, что ты не шутишь. Но это плохо это. Ну, то, что проблема, это плохо. Проблема, это плохо. Так, давайте найти в констракт.
Ой, что это за обратку? On button. You object. Так, есть контакт. Button play use, и он должен будет открыть эту менюшку. Вот эту вот, заспавнить ее, точнее. Заспавнить. В принципе, это главное меню, какая разница? Мы все загрузим сразу, и все, не париться, что все в нем будет, какая разница? Ну да. Нажали play. Я сделаю ее видимым, и она там как-то появляется. Там красиво, некрасиво. Вот тут менеджмент надо добавлять. Надо помнить о том, что у нас что-то может быть предыдущее открыто, правильно? И нам надо, чтобы он закрыл предыдущее и открыл новое. То есть у нас должен он помнить либо путь, который он открывает, либо все остальные виджеты должны храниться, либо мы их должны просто добавлять куда-то. Вот этим еще. Ладно, мы-то сейчас button play создадим, что и как, но об этом надо помнить. То есть вот наша структура там как устроена, что у нас есть вот эта шапка, там играть, персонаж, скиллы, там инвентарь, квесты и прочая шляпа. Мы на нее нажали, у нас там, допустим, персонаж, да, бац, выбивается еще список, там, рыцарь, лучник, маг. А мы на них нажали, у нас бац еще появился. И вот это тут, в принципе, кусочек с персонажем, это может быть отдельный виджет, просто он раскрыт. Там стрим лег, осуждаю, ничего не лег. Чего вы меня так все пугаете сегодня? Лег, не лег. Ожил. Ожил. Он ничего не ложился. Он и не ложился. Вот этот вот под список, он вылетает. Каждый свой создавать. Блин, некрасиво. Хорошему все равно создавать свой. Только в этом создавать свой надо будет. В скиллах там свои содержатся приколы, в этом свои приколы. Ну, что-нибудь придумаем. Тогда это один будет. Но он добавляется, в общем. Сам виджет он добавился. И когда мы нажимаем вот этот play, он должен будет взять его и убрать. Когда мы play нажали, он должен будет его туда добавить. Давайте хранилище какое-то сделаем. Я твою душу любил. Level entry это тот списочек. Характер loadout это вот этот общак. А того мелкого нету. Ну, мы пока можем что сделать? Мы пока можем все очень просто сделать. Это uProperty. uProperty T-Array. Если он один будет, в принципе... В принципе-то и не обязательно именно RM его делать. Давайте user widget. Current target. Или target widget просто. Называется так, по-идиотскому. Current target widget.
М. Метод надо написать. Void. Show height? Нет, шоу у каждого свой шоу. И запись это типа hide. Hide current. Current widget. If current target widget, set visibility, yes, slate visibility, hidden, collapsed. Ну, пока коллапсит, но на самом деле он там должен будет, допустим, какой-нибудь вот этот анимации, вот эти вот все фигни запустить. Если он их будет запускать, тогда... Ну, тогда мы сюда просто добавим что-нибудь, и все, метод у нас есть. Мы запускаем этот метод, и потом что мы делаем? Мы создаем, открываем, создаем level entry, вот эти. Это карточки. Надо подумать. Есть, как говорится, два стула. Первый стул — это мы как отдельный виджет его можем завести, просто его здесь, ну, изначально его создать и все засунуть туда, и как бы жизнь прекрасна. И в нем логику описать. Отдельный класс. Но это минус, это минус. Это минус сколько минус это? Это минус килобайт 288 байтов. 1288 байтов это минус сразу. И утяжеление идет на этот килобайт. Что касается чего? Также мы можем просто horizontal box засунуть. Horizontal box засунуть. И просто его добавлять туда. Но это временная история, потому что в дальнейшем хотелось бы еще кое-какие фишечки туда добавить. Которые будут, допустим, содержать виджеты, которые мы будем там бафать или дебафать карту. Ну, допустим, там взяли и там из списка выбрали. Такое. Усилили, ослабили карту нашу. Да, вот это вот. Level. И как-то так. Поэтому, наверное, все-таки класс надо создавать. Ибо логика в нем будет та самая. Создать класс и сразу... Но есть два варианта. Тоже два варианта. Класс мы создадим, окидоки, но создавать мы его будем на native construct. Точнее, три варианта есть. Первый вариант — это мы его просто сразу добавим, и он там есть, он просто скрыт. То есть при создании самого виджета он сам его там уже создаст, и все там будет. Второй вариант — это мы самостоятельно его на native construct создаем. И третий вариант — мы его создаем только когда мы нажали play, вот этот play. То есть когда он нам нужен. То есть он создался, он в память отправился, все, он там существует. Но мы его не удаляем. Все, мы его записали, и он там существует. В чем проблема в последнем? Это в позиционировании, куда мы его как добавим. То есть единственный вариант там это все сделать, это позиционировать, правильно? Это костыльная история, на самом деле, все. Но плюс в том, что у нас меню будет быстрее запускаться. И вообще там пару килобайт сэкономит.
Но тем не менее. Но каждое меню так, там персонажи запускаются, там эти запускаются, там те запускаются. И у нас как бы... Зачем это все нам, правильно? Мы зашли в меню, нам квесты мы не открываем, зачем нам их отправлять в память? Грузить, правильно? Какие-нибудь, или там инвентарь грузить. Мы зашли, мы хотим сразу следующую катку, а у нас инвентарь грузится. Мы ждем лишние вот эти полсекунды. Память гоняем туда-сюда. Проблема с позиционированием. Проблема с позиционированием. А может и нет проблемы с позиционированием, если он как оверлей и растянуть его на весь. Но ограничить его. Не, мы будем создавать на кнопку и записывать его сразу. Будем создавать и записывать его. Дальше он уже с ним работает. То есть этот button play use, он возьмет его, запишет. Мы нажали. Он вызвал вот этот hide. Он вызвал hide. Еще одна мысль возникла. Что если... Короче, сейчас напишу и объясню. Он же должен будет его вернуть. Все, отмена. Уже должен будет возврат сделать. Отмена. Это вот тут надо делать. If current target widget равен баттону, вот этому, у которого еще нету баттон. Button play widget. Если он равен, то тогда он должен будет сделать hide current widget и return. А так он должен будет только сделать этот. Поэтому этот ставим вперед. Сделаем return. Ну, понятно, что button play widget отсутствует сейчас. А зачем это надо? Затем, что если мы еще раз клацнем на ту же кнопочку, нам надо, чтобы он его закрыл. И таким образом он его закроет здесь, по вот этому коду, который в hide current widget. А здесь мы как раз просто-напросто вернемся. Current target widget, если равен, то он еще одну вещь должен, помимо return, должен сделать current target widget equal null pointer. Иначе, ну, иначе это в бесконечность уйдет. Нужно его очистить, потому что текущего нету. Это значит, что мы его скрыли. Закомментировать. Ладно, подожди. Ну да, закомментировать. О,
погнали создадим этот... так, это закрыть. Level N3, это здорово. Давай спросим у ГБТ. Так, все, я его спросил сейчас, какое название класса он придумывает. Так, чё? Level Selection. А до этого мог сам додуматься, в принципе. Так, погнали. Я скопирую. Widgets. Да. Это меня жизнь так огораживает от Unreal. Я понял. По-любому. А ты игру сделай по этим событиям. Там приукрась, много чего измени, и вообще экшен получится. Потому что, как я понял, там экшен нормально. Можно навалить. И вот тебе получится классная игра. Подумай об этом. Так, хорошо, мы тут создали этого товарища. Теперь мы идем перейти. Так, main HUD. HUD нам больше не нужен. Хоро. Ходи. Ой. Ну, можно... Не, ну тебе виднее. Можно и хоррор, Блин, а если мы его создаем, это надо записать первое. Это надо записать сразу класс. Как T-sub класс. И указать его там. И потом это капец. Это сколько полей. То есть у нас там их штук 5 получится. Это тип 5-6. экшен-хоррор психологический. Прикольно получится. Это у нас штук 6 их получится, а там их 18 полей, это 6. Ну, потому что одно поле для этого класса, второе это куда его записать. И третье это сам батон. Жесть, 18 этих получится. Ну а какие варианты еще для экономии? Никаких. То есть мы записываем этот для экономии ресурсов, чтобы он не сразу все грузил. Таким образом он будет грузить только то, что надо. Погнали.
Блин, а хочу ли я... Может, общак надо было создать какой-то? Общий класс. Я вот как я не люблю миллионы классов, это просто ужас. Ну, я не вижу... Ну, кроме того, что у нас будет вот эти саб-классы одного класса будут, и мы будем просто их шлепать, юзер-виджеты. Виджеты эти шлепать, их сюда добавлять. И все. Ну, таким успехом можно просто юзер-виджет сделать и не морочить себе голову. А что еще? Что? А надо... Ну, просто методов каких-то общих у нас там особо и нету. То есть они все делают что-то разное и что-то в себе внутри. То есть в обратку они особо ничего не возвращают. Visibility, он как виджет, у них у всех есть visibility, мы можем им поставить. Ну да, я особо не вижу разницы. Смысла какого-то. Логика у них будет действительно Пойду разная. шпилить, чтобы как-то отдохнуть от всего. Давай. Данжен мастер. Давай, иди пошпиль. Я все же как-то... Ну и тут. Окей. У меня теперь ведь 2 монитора, и ты у меня на втором. Нифига себе. Под меня целый монитор выделил. Вот это прям мощь. Не, я не буду создавать новый класс. Если действительно, ну, это какая-то проблема прям будет, то просто в user widget его делаем, мы не морочим себе голову. Единственный минус это то, что нам придется... Ну, тебя перекрывает телега и Steam немного. Ну да. Немного Steam перекрывает телега. Блин, ну как-то, ну, почистишь, чтобы не перекрывал, ну что это такое. Мечтаю взять ультравайд, чтобы не мучаться с 2. Это который вот этот, такой вот большой. У меня их вообще 3. Нормально, не мучаюсь, все отлично. Как можно с 2 мучиться? Ну и разве что они стоят как-то криво, а не ровно, тогда да. Ага. А разве на нем будет удобно? Он же как, ну, это... Может, удобно. Ну же громоздкий, блин, транспортировка, как тут один ты отключил, хотя проводов меньше, тоже плюс. А чё почем? Сколько по долларам? Ну, мне наоборот удобно несколько, так как у меня все в окнах и просто разные окна на разных мониторах. Да, вот. Но тут, видишь, человек как раз-таки говорит, что вот большой вот этот берешь, который такой вот... Вот такой.
И там у тебя тоже куча окон. То есть у тебя основное там, ну, короче, куда хочешь, туда и выводишь. Так. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну он дорогой, как играть с таким? Ну как, у тебя просто по центру открывается то, что тебе надо. Ну и все. И окно. Ну вот это окно, конечно, может быть бесить. Ну я себе OLED в DNS присмотрел за 132К. У. Может КНГ куплю. Сколько это? Это 1,5? Где-то 1,6, 1,7 долларах. Это надо будет делать игры в оконном режиме. А мне не нравится. А вот я хочу... Сейчас, походу, заканчиваем, спать пойду. То зеваю некрасиво. Что хотел сказать? А как он открывает? Да, действительно, это же в оконном надо будет. Это же некрасивая история. Или там подстроено как-то, там намудрено. Специально под это все дело. Просто в окнах все. Тогда шляпа. Осуждаем. Аж некрасиво, фу. Кто пользуется, говорят, обратно возвращаться уже не хотят. С бутылки Я тяжело. хозяин. Просто кажется, что нужно играть в оконном режиме. Просто тут у меня игра на full экран, а на другом чаты, видосы и т.д. Что такое-то? Ну да, но понятно, что не хотят возвращаться. Но... Тем не менее. Слушай, ну а кому, блин, вот эти рамки я прям не могу. Ну, в играх, когда там, или в других окнах, когда вот рамочков. Ну ладно, в других, ну-то они обычно темные, а в играх он Я белый. КС ты оформил Гемини за $3 на полгода. Найс. Найс, это мы одобряем. Так. Что ж такое? Не, походу мы заканчиваем сейчас. Большинство игр не оптимизированы под длинный монитор. 2 монитора топ, четко делится рабочие области и вспомогательные. Да, да, вот я тоже за это. Да. В общем, мы создаем... Да, ладно, давайте сейчас создадим ее. Вот здесь он кликнул. Это мы раз комментируем. Если без игр, то да, широкий моник прям топ. Для кода, может быть, да. Будет хорошо. Ты можешь прям мощно так раскидать, прям плавненько эти штуки. Виджетс, что у нас там, как он там называется? Levels виджет, level action. Вот он его сравнил, если этот, то он пошел в помойку, и он уже его скрыл. А если нет, то мы должны спросить ее. Кстати, знаете, еще что прикол? Знаете, что еще прикол? Там 0 поинтер может быть. Button play widget может быть 0 поинтером. Подожди, а если он 0 поинтер? Если он 0 поинтер, но и current target виджет еще 0 поинтер. Ну, вот так получилось. То 0 поинтер будет что? Правильно, true. И у нас как бы бесконечность попадает он. Поэтому нам надо первоочередно сделать вот так вот. If button play widget. Это волчара, конечно. Восклицательный знак волчара. Else if сделать.
То есть, если он 0 pointer, то button play widget equal create widget. Блин, его уже надо добавить куда-то. Ну ладно, UV character level selection. О, подожди, а я это... А, не, я там передал, все правильно. Не, подожди. Ну ладно, get evening player можно просто сделать, но все равно возвращает через онлайн 10 раз. А еще я тоже стал авторитетным и Мгм. важным. У меня временно появилось игровое кресло. Это хорошо, это хорошо. Так, подожди, что он возвращает? Last guest evening player. А, вот он, балбес. Кадинг 0 сомнительно. Даже большинство приложений сайтов тоже не оптимизированы под такие мониторы. Везде придется открывать в маленькие окна. Ой, это шляпа. До этого я сидел на табуретках по сути. Не, ну от табуретки тоже топ. Слушай, вот, а где его get evening player? Почему он меня на этот перебрасывает? Зачем он меня на шаблонный метод перебрасывает? Не, подожди. Самый сок — это эргономичное кресло с настройками. Так, вот он. О, не, ну да, я это имею в виду. Но браузер, текстовики, доки и многие такие программы в целом довольно удобно держать в окнах. Player контекст, получает get player контроллер. Эргономичное кресло с настройками. Наверное. Ну ладно, так. Как я его там назвал? Selection class. Вот мы его передали. Дальше if сделаем вот так сразу. If ну, return явно укажем, хотя он там дальше не продолжает. Если он равен, то и нам нужно его еще дополнительно Зато записать. представь, как можно эдитор расположить. Тут код, тут редактор, там окно с Blueprint редактор и все на одном экране. Ой, я же записал, балбес. Записал, как можно эдитор расположить. Не, ну это... Не, ну на двух мониторах, понимаешь, ты то же самое можешь сделать. Ну, допустим, вот было бы удобно, если бы он был сверху. То есть редактор у тебя сверху. Ну, сам Unreal у тебя сверху. Код снизу или наоборот, допустим, смотря как тебе удобно. И можно чуть, вот если ты сидишь вот так вот, у тебя не особо там сильно надо голову вверх-вниз. И тебе вообще кайфовая тема. А вот это вот, ну... Когда тебе в основном надо в Unreal сидеть, ты постоянно будешь вот так сидеть, ну там или вот так. Сидишь, потом бац, покодил, сидишь, ну, неудобно. Поэтому тут два монитора, только вверх-вниз, которые ты ставишь, вот, вообще кайфовая тема будет.
Так, ладно. Тут мы его записали. То есть мы его записали сюда. Если это успех, то мы его записали сюда. В принципе, все. Единственное, что мы его создали, нам надо его добавить. Нужно придумать, куда его добавить. Давайте такую штуку сделаем. Мы сейчас заканчиваем. Куда то добавить этот виджет. Все, завтра будем расшифровывать, что имелось в виду под этим коммитом. Коммитом, кстати, насчет коммитов. ГГВП, я не помню, что там делал. Все, полетел. Так. Так как у нас тут он только для избранных в скобочках меня, поэтому можно так делать. А вот так вот делать не надо, когда в команде. Вот так вот делать не надо. Вот так вот делать не надо, как я сейчас сделал. Так, в общем, заканчиваем тогда. Всем спасибо, кто смотрел. Так наоборот, хоть какая-то активность, когда мониторы по бокам. В плане вот этого. Ну, может быть. Пока. Может быть. Всем пока, я домой. Да. В общем, еще раз, всем спасибо, кто смотрел. Восклицательный знак волчара. Всем спасибо, кто Пока-пока. слушал. На Discord и не только, ссылка в описании. И всем пока.